Как проходил твой урок? Очень много того, что я не хочу говорить. В перерывах могли стоять с учениками, курить марихуану. И все, и так все началось. Вино, сигареты. И все смотрят, девочка какая-то непонятная идет. Для меня это было очень круто. Расскажи, какие это ощущения, впечатления? Я в этот момент себя почувствовала жутко глупо. Мне было пофиг. С какими мыслями ты заканчивала? И я не помню, происходит какой-то переворот в голове. Хорошо, а что было дальше? Алджеро, Курт Эллинг, Джейди Уолтер, кто-то еще. Грегори Портер, Оскар и Эмми, я все получила. Сказка. Алина, привет! Привет. Наконец-то! Не говори. Слушай, так знаменательно, мы с тобой встретились ровно спустя год, когда мы снимали выпуск с Таней Новой. И Таня у нас тоже была человеком, который вроде бы родился в России, но при этом уже полноценно живет за рубежом. Давай начнем вообще с первого воспоминания «Ты и музыка». There is nothing left inside. Now the air is filled with confusion. I know the way I feel. Whenever I look at you, wearing a smile, trying to play it cool, striding in style. I'll be around, no matter how you treat me now. Я, кстати, видела видео, где ты играешь на барабанах. Если... Это да. Может быть, это был тот Это самый один из момент? первых шагов, но не первый. Я думаю, там мне, скорее всего, лет 6 на том видео. Может, и 5. Ну, скорее всего, 6. Первые и самые воспоминания — это я пою на табуретке для всей семьи. Класс. Где-то, когда мне было 2 или 3 года, у меня был очень небольшой репертуар, но очень разностилевый. Но ты тогда, наверное, только на русском пела, да, ведь? Я Английского пела языка еще I не just called to say I love you. Уже? Но такой baby English у меня был совершенно неправильные слова. Это недавно мне кто-то сказал: а вы можете спеть отрывочек? Я говорю, верите, я скорее помню те слова, при том, что я уже владею английским больше, чем Есть оригинал. английский, есть тарабарщина, есть baby English, Да, когда ты baby просто English. имитируешь. Все, что слышишь. I just called to say I love you было правильно, а остальное непонятно. Класс. Ну, в 5 лет у меня такое прям музыкальное путешествие официально началось, так как я пошла учиться в джазовую школу. У меня дедушка был джазовый барабанщик, и семья, собственно, очень музыкальные фанаты, такие серьезные. Дедушка выступал на открытии этой школы в Ростове-на-Дону, и он сказал моей маме, что, говорит, вы должны пойти на послушание, она вечно у вас поет дома, потому что я всех усаживала, говорит, так, садитесь все, сейчас я буду для вас петь. Похлопали. Концерт. Это было начало всех моих выступлений. И в 5 лет я пошла на прослушивание, и все, и так все началось. Я проучилась в этой школе, 10-летняя программа там была. Но это был именно какой-то вокальный класс, или ты училась на фано, Я или это изначально общее? пошла на 2 специальности. Моя мама всегда хотела, чтобы я играла тоже на фортепиано, но я всегда пела, поэтому как-то эти обе вещи шли вместе. Но там можно идти по 2 специальностям только до 7 класса или даже до 5, я уже не помню. И то есть в какой-то момент мне сказали, тебе надо выбрать одну специальность, так как в диплом мы не можем сделать и то, и то. Для меня это немножко трудный был выбор, потому что мне нравилось и то, и другое одинаково. Это очень здорово, потому что я так много слышала историй, когда детей ломали. Мне было трудно с классическим фортепиано, я даже не буду... Но тебе повезло с педагогами, ты вот помнишь Да, тех людей? Да. Я до сих пор с некоторыми из них на связи. Класс. У меня был переворот, такой переходный момент, когда я... Не то, что я ненавидела классику, я ненавидела заниматься классическим фортепиано. И вот у меня преподавательница Яновская Екатерина Анатольевна, вот она мне какие-то дала композиции. Я помню, я пришла домой, у меня такой просто переворот случился. Я думаю, блин, я люблю классическую музыку. И... А можешь вот примерно так, пока далеко не ушли, вот какое-то прям воспоминание, как проходил твой урок? Как ты ребенком запомнила педагога, например? Может, какая-то фраза или какие-то ощущения?
Ну, самый Знаешь, как первый урок я до картинки. сих пор помню. У них очень был всегда интересный подход. И я помню, когда нам ставили руку, да, вот чтобы именно над кистью работать, у меня была преподавательница, которая попросила маму, она говорит, приведите Алину и принесите киндер-сюрприз игрушки. И мы вот занимались, то есть мы ставили руку, и она говорит, теперь ты должна эту игрушку запустить. И тогда ты кисть поднимаешь, типа у них там был домик. Ну, вот какие-то такие вещи я до сих пор помню, то есть... Да, такие милые какие-то штуки. В общем, никто тебя линейкой по рукам не бил. Нет, были моменты, когда я этого заслуживала. Жестко. Но нет, так, мне кажется, прям, чтобы меня заставляли, нет. Когда упражнения надо было делать, у меня была пачка спичек, и вот я одну перекладывала, когда я сыграла упражнение, опять другую. То есть у меня такие старые методы. Старые советские Да. работающие методы, да, слышала. Работающие, да. Работающие методы. И до сих пор я думаю, иногда думаю, надо мне вернуться к чему-то из этого. Просто Работала. чтобы рутина какая-то была, да. Дисциплина, конечно, была намного лучше в то время. И у тебя встал выбор. То есть это Да. музыкальная школа до 7 класса, ты училась и на фано, и пела, Ну, я в итоге, у суперпедагоги, меня было да? очень хитрое решение, потому что я подумала, что если я не иду по специальности фортепиано, единственное, что поменяется, это я не буду сдавать технические зачеты. Ура! То есть никаких гамм лишний раз. Никаких спичек больше. Никаких спичек. И то есть, ну, все равно я также продолжала ходить на фортепиано, я очень увлеченно занималась до тех пор, даже что у меня уже руки отказывали. И мне даже преподавательница одна говорила, Алина, тебе надо перерывы делать. То есть у меня какой-то фанатизм в один момент был. А что-то было помимо музыкального воспитания, музыкальной школы? Очень часто, я давай прям по ходу буду тебе задавать вопросы. Очень часто те люди, которые сейчас в профессиональной музыкальной сфере добились высот, когда я спрашиваю, расскажи мне, как ты к этому пришел, они рассказывают, что у них не было детства, они не ходили на какие-то там кружки дополнительные, не ходили на спортивные занятия. То есть это было настолько сильное погружение в музыку, что в принципе получается, что человеку мало что остается вспомнить из детства. У тебя были какие-то дополнительные, не знаю, какие-то занятия, увлечения? Или вообще? Да и нет, на самом деле, потому что я помню, что мы с сестрой как-то пошли на гимнастику. Это вообще было не то. У меня сестра очень такая пластичная, а я нет, я человек не той. Ты человек пластичной музыки. Я помню, у нас там были какие-то задания, типа надо там 15 раз подтянуться, сесть на шпагат, там очень жестко нас растягивали и так далее. Но мы, допустим, с сестрой висели на турнике, там 5 раз подтянулись, поняли, что вообще не можем. И в конце всей рутины, которую нам надо было выполнить, нас пускали на батут. Ага. И моя сестра... Это как, типа, заработали? Да. Моя сестра на 5 лет старше меня, она более продвинутая. И она говорила, давай мы просто скажем, что мы 15 раз уже сделали и пойдем на батут. Поэтому у нас быстро Ну, как-то не знаю, это было круто, но я понимала, что спорт меня мало интересует. Хотя всегда мы были очень... Не знаю, я помню, что я была спортивным каким-то ребенком, но как-то прям, чтобы я ходила заниматься спортом, не было. И времени не было, потому что я в обе школы, и в среднюю школу, и в музыкальную школу пошла в один год. И то есть это было очень таким интенсивным, нагруженным, интенсивным, да, временем. И школа у меня была в первую смену, после этого я приходила домой быстро сделать уроки и перекусить, и потом допоздна в школу. У нас репетиция оркестра начиналась с 7 вечера до 9. И то есть, мы там пропадали весь день. Но самое крутое было всегда то, что это никогда не было стрессом. Вот когда ты в музыкальную школу приходил, это был такой прям кайф, потому что все друзья были там, учителя всегда очень к тебе как родители относились внимательно и так далее. И мне всегда нравилось там сольфеджио, всегда нравилась ритмика. Ну, то есть там, и в какой-то момент даже мой дедушка преподавал там ритмику, было очень круто, что мы хотя бы там виделись изредка. Есть что вспомнить на самом деле. Мы с 5 лет уже ездили с детским биг-бендом. Первая поездка у меня была в Германию. Расскажи, какие это ощущения, впечатления? Самое шикарное впечатление у меня было первый раз пойти в Макдональдс. В России еще не Что там, Германия, другая страна, не важно. не было Макдональдса. И я помню, когда мы приехали, там были безумно интересные игрушки, и весь оркестр детей, все купили игрушки, и там мы все играли на парковке автобусной. Там было очень... Ну, это просто такое детство, это именно такие детские моменты. Конечно, ты
помнишь выступления, но мы играли очень много там. Я точно не помню. А уже что это был за сколько. репертуар? Что это были за песни? Это были аранжировки в основном стандартов. По-моему, у нас были какие-то русские народные, переделанные под джазовые версии. Трудно вспомнить. Ну, как бы были очень прикольные какие-то вещи. И, все дети были талантливы, все дети были просто зараженные музыкой. И всем это приносило удовольствие, и между делом тоже все игрались. Вот такие моменты, это единственное, наверное, когда ты ощущал детство именно. А так ты был погружен в учение. И это было круто, как-то это детство. Ну, мне кажется, я в какой-то степени до сих пор поэтому ребенок, потому что у меня детство растянулось. То есть у тебя плавное игривое настроение не перешло в рутину тяжелую и Нет. сохранилось? Я не знаю, либо я рано повзрослела, либо я до сих пор взрослею. Я не знаю. Классный вопрос. Я его себе задаю каждый день. Это ты ответила на мой вопрос, с какими мыслями ты просыпаешься, представляю, Алина такая, ну что, я рано повзрослела или я до сих пор еще ребенок? Хорошо, а что было дальше? Вот закончилась музыкальная школа с таким очень крутым атмосферным содержанием, с правильными преподавателями. Я считаю, что преподаватели вообще делают вот это как бы Это комбинация, на самом отпечаток. деле. Это Ну да, баланс, потому что я сейчас смотрю на многих даже, ну, Но наблюдая. ты же сама преподаешь. Сама Ты преподаю, же но- через себя это все, можно сказать, уже Да, пропускаешь то с есть другой ты видишь, стороны. ты видишь в ребенке либо этот интерес есть, либо его нет. То есть я с детства знала, что я хочу быть музыкантом. И многие мои друзья тоже. И до сих пор многие из них занимаются музыкой профессионально. Но были такие, которые говорили, мне очень нравится музыка, я хочу доучиться, я хочу там все сделать идеально, но, допустим, мне все равно хотелось бы зарабатывать деньги другим способом, да, и кто-то из них там супербизнесмены какие-то еще, но при этом человек воспитан с хорошим вкусом. И поэтому я считаю, это и от ребенка зависит, от его желаний, и от родителей очень часто это зависит. Это очень важно, когда родитель не превращается, как говорится, stage mom, да, которые ходят и трусятся над ребенком, а когда все-таки есть какое-то право выбора. Импульс. Да, да. Ну вот мне кажется, что как раз история сломленной любви к музыке, это про то, что в какой-то момент просто передавили вот эту грань и не дали раскрыться вот какому-то, возможно, своему импульсу от ребенка. И перестаравшись, перелюбив, как бы супер такая гиперответственность, давай делай, будь лучшим. Это очень важно дать ребенку в какой-то момент, не то, что дать ему расслабиться, но чуть-чуть ощутить, вообще он хочет этого или не хочет этого. Ну да. В общем, не пушить, а давать возможность немножко отстраниться и в понять. какой-то момент, просто чтобы почувствовать, от ребенка исходит эта тяга к чему ты его заставляешь, да, идти, или он все-таки будет так же отходить. Какой-то... У меня был такой момент, мне кажется, когда не то, что я сомневалась, хочу ли я заниматься музыкой, но у меня был вопрос, влюблена ли я в это, или это просто вот как-то с детства так пошло. И без сомнения это была любовь на самом деле. Это в Поэтому, каком возрасте ты себе такой вопрос задала? может быть, Сейчас на карантине. сейчас однозначно. Когда работа артистическая мало, думаешь, так, какой выбор я сделала? Может, я еще что-то люблю? Думаю, может, лет 11-12 был такой. У меня еще тогда, кажется, у меня очень проблема с датами большая. Но вот как раз в то время приблизительно у меня умер дедушка, кто был единственным. Бабушка моя тоже пела, но бабушка была более эстрадной вокалисткой. Она выступала тоже в оркестрах вместе с моим дедушкой. Когда я перечитывала рабочую книжки дедушки, это просто энциклопедия. Он работал и с Кроллом, и с Лундстремом, со всеми, вот, кто существует и существовал, да. Мне кажется, там просто по корням, знаешь, передалась вот эта любовь и одержимость. Это однозначно. Мы с ним оба, вот именно одержимость, это, мне кажется, это идеальное слово, потому что он всегда был одержим идеей играть джаз, одержим идеей переехать в Америку. И просто в то время, если ты уезжал, ты не возвращался. И да, тогда же все в один конец брали билет. Да. И в какой-то момент просто у него стал выбор, и его семья практически не отпустила.
когда у них был серьезный разговор, мы сказали, ну куда ты уедешь, ну как ты оставишь и так далее. И мне кажется, он с этой мыслью вот и Но он жил с этим. молодец в том плане, что он по максимуму реализовал свой потенциал, находясь здесь. Потому что... Насколько это было возможно. Да, насколько это было возможно. Ведь тогда они от полиции убегали, те, кто джаз играли, да? Поэтому я считаю, мой дедушка в какой-то степени супергерой был. Ну вот у меня какой-то такой кризис был, когда он умер. В том плане, что я сразу почувствовала, насколько мало мы друг друга знали, и у меня досталась от него стопка дисков. Он такой был человек, у него мало что осталось, потому что он все дарил друзьям, музыкантам. Все палочки он дарил, барабаны он дарил. Но одну стопку он, да, оставил дисков. Вот что за диски там были? Что это за альбомы? Для себя я открыла через эту стопку дисков Джонни Хартмана с Колтрейном, этот дуэтный альбом. Курт Эллинг. Это было для меня. Это, по-моему, Курт Эллинг был первый диск, который я поставила после его смерти. Я помню альбом этот The Messenger. И, по-моему, там первая песня Nature Boy была. И я помню, когда он запел, легендарная. Даже сейчас как-то... Не знаю, я после этого, у меня очень особое отношение к Курту Эллингу тоже, мне кажется. Я ему рассказывала эту историю, и он говорит, вау, это, ну... Я думаю, что много кто рассказывает разных историй, но... Ну, у меня была история, связанная с Куртом. Я когда только приехала в Москву, я тоже уже на тот момент знала его как исполнителя и так далее. Он давал концерт в Доме музыки, и мы туда пошли там с друзьями. Шикарный концерт, вот, то есть тот концерт, на котором ты испытал всю палитру эмоций, и поплакал, да. И поверил в себя, все это пережил. Потом была автограф-сессия, он выходит в зал, в фойе, и все как бы ринулись к нему брать автограф, естественно, фотографироваться. И я просто понимаю, что я, ну, то есть я вообще, ну, он настолько много дал, что я даже не знаю, что ему сказать. Ну да, как бы единственное, что можно просто поблагодарить его за то, что он дал. Ну и, собственно, на тот момент я была в таком состоянии эмоциональном, что я просто подошла и, ну, и на английском сказала ему спасибо. Вот, он как бы увидел, что я слегка зареванная, и он такой, you got it. Это как бы... И это было так круто, потому что он понял, что я ощутила, и не хотелось там, знаешь, его мучить и говорить, там, поставьте автограф, это было очень сильно. Не, он очень сильный человек. Я думаю, что удивительно, да, он просто был каким-то человеком, который меня сильно вдохновил, и не то, что он меня заставил переполюбить музыку, но влюбиться прям по уши. Вот я помню этот момент, и я почувствовала тогда прям такую связь с дедушкой. Ну, не знаю, может, для кого-то это звучит как мамбо-джамбо какое-то, но я в это верю. Нет, я думаю, что для тебя это очень было знаменательно, потому что очень, расставание с такой важной фигурой музыкальной, да. А потом спустя время ты встречаешь этого человека в реальной жизни. Да. А как вы познакомились? Давай будем тогда скакать. Как вы познакомились? В Багете. Тогда еще был Багет в Москве, этот клуб. О, я даже... И, по-моему, Игорь Бутман его приглашал. Он играл 3 дня, и мои родители купили мне билет. Мы приехали, по-моему, на автобусе даже. Из Ростова? Из Ростова. Класс. Да. Путешествие. Да, мы приехали на первый концерт. Я помню, когда я зашла в клуб, мы пришли чуть-чуть пораньше, чтобы занять места, как настоящие фанаты. И я помню, я услышала, он распевался, и я начала плакать. Я повернулась к маме, я говорю, мама, это Курт Эллинг распевается. Она начала смеяться надо мной. Господи, ты говоришь, у меня у самой мурашки пошли, Да, представляю. у меня к нему особая очень любовь, не знаю. Ну, опять же, да, это такая детская травма, когда твой самый, наверное... Ну, хотя меня родители тоже очень-очень-очень поддерживают в музыке, но с дедушкой как бы связь, мы оба музыканты, это что-то было намного глубже. При том, что мы не были супер-супер близки, но вот именно в душевном плане это очень серьезная связь была. И мы к нему подошли, и я сразу признавалась ему, насколько я большой фанат, и насколько я знаю все его песни. И он мне все время со сцены, ну, он видел, я не знаю, ребенок, да, пришел, который на него смотрит просто, как, я не знаю, как на Бога, да. И он подошел ко мне после выступления, он говорит, тебе понравилось? И я говорю, он такой, will I see you tomorrow? А у меня не было билета. И я посмотрела на маму, и мама такая, yes. И я в шоке была, что
Она купила опять билет, мы пришли еще раз. И после второго концерта я вышла, я очень сильно расстроилась, что он еще будет один день петь, и я не буду там, потому что каждый вечер просто был магический. При том, что были люди, которые вообще не понимали, и им пофиг было, кто такой Курт Эллинг. Пришли на Да, корпор. вот как примерно мы с тобой обсуждали, да, когда в джазовом Там клубе было вино, сигареты, и вообще людям вилки, было- ложки Да. по И стаканам, он да. даже просил, там, ведущий был, он говорил, пожалуйста, не курить. Но это все не важно, но я имею в виду, что этим людям было пофиг. Насколько по-разному может быть... Да, и тут сидит ребенок, который просто... Если я плакала все две ночи, я плакала, потому что я не могла поверить, что я слышу. И я просто себе говорила: Алина, будь здесь. И я не помню эти 2 концерта. И я пришла домой, я очень сильно плакала. Мы оставались у друзей. И ко мне подошла моя подруга Анушка, и она говорит: Алина, ты знаешь, я работаю, я могу себе это позволить, ты пойдешь туда завтра сама. И я говорю: как это? И я вернулась 3-й раз, и он говорит: о, опять ты, садись здесь. И тогда он понял, что ты его постоянная фанатка. Сумасшедшая. И 3-й концерт я у себя заставила вот быть в моменте, находиться в моменте. Максимально я была одна, без родителей, без друзей, без никого. И я просто весь концерт впитывала. И эмоционально это было... То есть я уже с концерта ушла, я уже не плакала, я уже думаю, это... Хорошо, что он По состоялся. микрофону. Как раз звук сердца, знаешь. Это спецэффект. Вот. Да, И потом очень я его встретила, я за ним как сталкер ходила. Я ездила на мастер-класс уже, когда я переехала в Грёнинген. Ездила на его мастер-класс в Амстердам. Потом я поехала на его концерт в Германию. А он тебя вспомнил? Ну, вот, то есть вы увиделись В лет. Амстердаме не очень. Хотя он очень мило, как бы он сыграл так, что «О, там, nice to see you». Но я понимала, что это невозможно. Там уже прошло, я не знаю, сколько лет. Ну, лет 7, 7-8, наверное, да, да. так, с тех пор. После этого я его видела в Германии на концерте, и после этого... Вот там он меня уже узнал, и после этого он приехал в Грёнинген. И в Грёнингене это он уже прям встретил, как, я не знаю, племянницу свою. То есть человек настолько внимательно отнесся. И он говорит: а что происходит после концерта? У вас есть какие-то сейшены? А Грёнинген такой студенческий городок. Там вроде бы что-то и происходит, но в основном для студентов, которые пытаются тусоваться. То есть именно в плане джаза там были 3 или 4 дня, когда музыка была в клубах и так далее. И в этот день как раз был сейшен. Я говорю: ну, я не знаю, если вы хотите, тут будет сейшен. Он такой: типа, может, мы придем. И мы все студенты пошли на сейшен. Я помню, я сижу в зале, никого не было, думаю: ну ладно, я пойду спою что-то. И я начала петь Night Dreamer, а у него на альбоме она есть. И тут они заходят. Ну, И все. я думаю: блин. И в этот момент ты попала к нему в сердце. Я не знаю, но в этот момент у меня сердце остановилось. И я потом спустилась со сцены, я села вперед и думала: господи, что я спела, как я спела, почему я спела. У меня было 1000 вопросов. И не хотелось подходить, но как бы люди пришли, наверное, расслабиться, да, и я так: здравствуйте, как вы? Поэтому я сидела спокойно, кто-то подходит мне сзади по спине. И он такой: сейчас пойдешь петь ты, я и вот эта девочка, которая поет на сцене. У меня сразу сердце в пятки. А что вы пели? Блюз. Но было очень весело. А после этого я сошла, мы все сошли со сцены, он очень много приятного сказал. И я когда пришла домой, я открыла дверь, и я села возле двери, и я сидела на полу полчаса. То есть у меня парализация полнейшая. Ну, практически то же самое, что в «Багете» было, знаешь, только в другом возрасте. Хуже. То есть если в «Багете» я хотя бы понимала, что мне можно выпить воды или что-то. Это я полчаса, у меня был полнейший ступор. Я вот как, у меня ладошки вот так были, и я сидела на полу, и я не понимала, что сейчас произошло. То есть сразу как будто вся жизнь перед глазами прошла именно в плане музыки, и насколько я его преследовала долго. Алин, мне кажется, это отдельная, может быть, книга, твое взаимодействие с Куртом Эллингом просто. Сколько об этом говорим. Да. Отдельное интервью. А сейчас он стал как ментором. Было очень весело, когда в Линкольн-центре в Нью-Йорке у меня было типа late night в Дизис-клубе. Я открывал этот вечер Курт Эллинг. И я захожу, я не знала этого. Я захожу за кулисы, и он стоит, он
а ты здесь что Ну, делаешь? вот мы и Говорит, встретились. ты уже меня и на сцене преследуешь. И мы посмеялись, конечно, и он остался. Он остался оба вечера и слушал концерты. И я помню, одно соло я пела, я закрыла глаза, и я закончила соло, я хочу поставить микрофон на стенд, и тут я слышу, что Курт Эллинг поет. Он зашел на сцену. Он очень такой, и с ним энергетика меняется в комнате. Это удивительно. Таких мало людей. Вот он, я знаю, такой, и мне кажется, Грегори Портер тоже такой. Волшебники наяву. Да, да. Самое интересное, что будет дальше, потому что, начиная с твоих 10-11 лет, как ты получила эти диски от дедушки, и Да, абсолютно очень удивительное неизвестно, чем эта путешествие. история ваша закончится. Это очень круто. Супер. Давай тогда вернемся туда началу. Ты закончила школу, ты не сдавала спец по ФАНО. Значит, ты нашла такую золотую середину, Ну, у как в меня этой был всей истории. госэкзамен, но хотя бы без технических зачетов. То есть промежуточных этих экзаменов не было, потому что я бы уже... И что было дальше? Что было дальше? Что было дальше? Придумай. Ну, я могу предположить, что ты сразу же стартанула в Нью-Йорк, но там еще много времени. Это сразу бы было очень трудно. В промежутке того, как я училась еще в Ростове, я познакомилась с Джей Ди Уолтером. Наверное, уже он туда приехал с каким-то мастер-классом? Нет, я познакомилась с ним в Москве на вокальном международном фестивале. Точно, И он да. был международным гостем, а я была маленький гость, типа из России. Ну, не типа из России, из России. И Ты выступила, и там он тебя заметил. Я помню, я эту историю, по-моему, слышала на каком-то интервью таком уютном. он Ты меня каким-то рассказывала. образом запомнил, потому Да, что что он потом я запомнил тебя. спустя пару лет нашла его на MySpace, что тогда еще было фишка. И он такой: ой, это не ты, та девочка, которая была на фестивале в Москве? Я говорю: да, вау, я не ожидала, что вы вспомните. Он говорит: что ты делаешь, чем ты занимаешься? И на тот момент у меня была мечта, конечно же, уехать в Нью-Йорк, поступить. И я все время путаю сумму, как это называется, tuition fee, образование, да, сколько стоило в Америке, поэтому я не буду называть эти цифры, но было не очень криминально много на тот момент. И в какой-то буквально там за несколько месяцев она чуть ли не в 3 раза выросла, цена. Это было сразу после школы? Ну, то есть ты закончила 11 то класс, есть, и у тебя был как по раз идее, выбор. там 7 классов в музыкальной школе, но я закончила 10, и мне надо было дождаться, когда мне исполнится 18 лет. Годик буквально. Ну, там что-то, получается, да. И в школу, по-моему, я обе школы закончила одновременно, потому что я в среднеобразовательной я пошла в экстернат, чтобы 10-11 за 1 год. Стресс, но всем советую. Кто не хочет Максимально учиться. быстро. Да, то есть это ты сидишь 3-часовые лекции, но потом... Я любила школу, но в то же время мне вообще неинтересно было это все. Соответственно, наверное, это называется «я ее не любила», ну ладно, не буду никого обижать. Ну, в общем, и в тот момент JD на MySpace мне предложил рассмотреть школу в Грёнингене, где он был один из 8 преподавателей из Нью-Йорка. И там даже была программа «New York comes to Groningen». Она до сих пор есть вроде бы, но там, по-моему, сейчас 16 учителей или что-то такое. Сколько обучения там по плану? По времени или по деньгам? По времени, по времени. 4 года. 4 года. 4 года бакалавра. Но я еще была заинтересована в Амстердаме, так как у меня уже были там друзья. И я подала и туда, и туда. Но, к сожалению, и, наверное, к счастью, заявка из Амстердама, приглашение пришло позже. К тому моменту я уже была зачислена в Грёнингене. Мне даже не пришлось туда ехать, так как JD сделал очень интенсивный онлайн-видеоэкзамен в присутствии ростовских учителей. То есть вместо 45-минутного теста по теории, который я бы сделала в Грёнингене, он мне за 2 часа мучил меня по всем темам. Но зато меня зачислили на 2-й курс. То есть в этом плане это было очень круто, потому что, конечно же, это тоже экономия денег. Сэкономила время и деньги, да. И как бы из России ехать учиться за рубеж — это всегда немножко люкс-сценарий, конечно. Поэтому это было идеальным вариантом.
И когда уже приглашение из Амстердама пришло, мы посидели долго, думали с родителями. Я говорю, ну, может, вот судьба на самом деле уже похожа на это. И тем более там Джей Ди. Джей Ди тоже как бы очень большую роль в моей вокальной, да, жизни сыграл. И вообще большой очень саппортер такой был и есть. Ну и все, я уехала в Грёнинген. Там я была на каких-то предметах уже на 2-м курсе. Было достаточно тяжело переключиться и по менталитету, и по языку, и не быть в семье постоянно, потому что я безумно мамина. А кто был в твоем окружении, ну вот помимо Мне повезло, этого? что со мной поехали еще 2 моих друга из Ростова. Один из них Адель Магут, которого О, здесь все знают. так вот это да. А второй Сергей Аванесов, который сейчас в Нью-Йорке. И вот мы втроем уехали, мы как-то все друг друга тянули туда. Сережа вообще собрал документы за неделю или за 2. Мой папа к нему подошел, говорит, а что ты хочешь делать? Я хочу быть музыкантом. Он, а что ты? Давай собирай документы. Чувак просто в экстремально супер быстром режиме. Вот мы хотя бы втроем, мы там держались. И эмоционально было трудно, честно, вот переключиться. Но потом... Ну еще и возраст такой, на самом деле, он еще 18 очень лет. уязвимый. Ты Да. только Да, начинаешь... да. Типа ты взрослый, но на самом деле ты еще ничего не знаешь. Да. Удивительно. Это же только начинается самостоятельная жизнь и какая-то идентификация себя отдельно от родителей. Но первый месяц это, наверное, для многих сейчас прозвучит как что-то очень сумасшедшее, но я засыпала по скайпу с родителями. То есть я включала, я говорю, мам, вот у меня какая-то просто паническая атака случалась, если я была сама с собой долгое время. И все равно вот, ты хоть и знаешь язык, я ходила там потом заниматься английским специально, но это все, когда ты приезжаешь и ты на этом языке живешь, это совершенно другое. Просто расслабленность базовая такая, потому что ты вроде как в своей среде. У меня ее не было. Да, но я и говорю, Да, то есть да, когда да. ты в свою хотя бы То есть хотя бы ты язык ты что знаешь. ты начинаешь как переводчик работать, то есть это вообще стресс какой-то сплошной, общение с другими людьми. Но из-за того, что там достаточно интернациональная школа, там многие люди к этому с пониманием относились, что было приятно. И то есть все говорили там, типа, take your time. Да, все нормально. Да, все нормально. Объясни, сколько тебе надо времени, возьми. В этом плане было хорошо. Ну, потом уже через год, может, 1,5 уже комфортно было. Я закончила бакалавра за 3 года, очень так компактно. За это время я пыталась в заявки во все конкурсы, которые там были, просто чтобы чуть-чуть расширить географию знакомств с музыкантами. Мне кажется, у нас у россиян тоже такой менталитет пробивной. Поэтому мне как-то это не могу сказать, что это для меня не было стрессом, но как-то это было нормальной вещью, да, ехать и вот просто не то, что показать себя, но просто принять участие в каком-то, да, мероприятии и не струсить. Как многие европейцы, они очень комфортно себя чувствуют, никого не хочу обидеть, но как бы они не парятся, потому что у них больше возможностей изначально. А мне кажется, мы более голодные к информации, поэтому мы больше каких-то вещей пытаемся себя вытолкнуть, сделать. Ну и больше ценим, наверное, потому что Я это тоже все, так, да. за это платишь отсутствием вот этого комфорта. Да. Классно, потому что я как раз хотела тебя спросить про комфорт и дискомфорт, и что для тебя это значит. И пока ты рассказываешь, я понимаю, что начиная вот там, наверное, как раз-таки с момента, когда ты уехал из России, это был очень сильный скачок вообще в плане роста эмоционального, психологического, что ты сепарировалась неизбежно просто и как музыкант, и как человек, да. Просто, потому что я поняла, что если я буду оставаться маленьким ребенком в плане того, что мне нужно постоянно, да, быть рядом с семьей, я их обожаю до сих пор, и мы также близки, но просто происходит какой-то переворот в голове, и ты понимаешь, что многих вещей ты не добьешься, побывав в суперкомфорте. То есть я знаю, что мало кто, наверное, из моей семьи испытал такое количество дискомфорта. Хотя мой папа, да, он тоже очень пробивной, там, то, как он начинал работать, он там в супер юном возрасте, на него там уже куча людей работали на заводе и так далее. Ну, то есть папа как раз-таки человек, который переезжал, да, он родился в Тбилиси, тбилисский армянин. Мама отсюда. Но у меня очень оба самостоятельные родители. Поэтому мне кажется, что они максимально пытались оберегать, вот, может быть, то, чего им в детстве не хватало, они нам дали просто.
В утроенном, Но наверное. поразительно, что они вроде... Для них это было трудно меня отпустить. Да, то есть взять и отпустить, Да, и понимаешь? для меня было трудно уехать. Мне все говорят, как они тебя отпустили, особенно кто знает моих родителей, все в жутком шоке. Но и мне и самой было очень трудно. То есть я даже когда в Нью-Йорке, да, мне сейчас 27 лет исполнилось, даже вот сейчас, жив в Нью-Йорке 5 лет, мы созванивались регулярно несколько раз на день, независимо от разницы во времени и так далее. Ну, то есть это, мне кажется, от отношений не зависит. Но скачок был жуткий. Собрать себя в кучу и понять, что надо, что совершенно другие ответственности. Я недавно читала очень классную книгу, я ее пока не дочла до конца, но там называется она «Важные годы», и как раз-таки автор рассказывает о вот промежутке от 20 до 30 лет. Самое главное, чтобы в этот промежуток от 20 до 30 вы пробовали, то есть постоянно пробовали, возможно, там какая-то, да, попытка или какое-то занятие не будет делом на всю жизнь или не будет местом на всю жизнь, для, ну, то есть вот это даже география, смена своего места жительства, она дает возможность тебе потом ну, как бы переоценить и проанализировать все, что было, потому что это очень хорошая почва. Поэтому, конечно, у тебя такое комбо в плане, что ты вроде бы и сама хотела, да, но ты неизбежно в этом очень сильно выросла, потому что ты просто прошла этот путь. Расскажи, пожалуйста, про специфику обучения. Вот 3 года, другая страна, другой язык, но все-таки ты уже была способна, да, как бы взвесить все плюсы и минусы. Что тебе понравилось, что тебе запомнилось больше всего именно в образовательном процессе? Там была достаточно странная система, но странная не в плохом смысле, просто странная. Допустим, уроки вокала были всего лишь 25 минут. 25 минут стилистики, 25 минут техники. Для меня это было очень странно, но, честно говоря, для меня сейчас это больше имеет смысл. Даже в какой-то степени я понимаю, насколько это круто, потому что очень трудно найти человека, у которого внимание на все 45 минут прям впитывается. Держится, да, да. Очень редко. То есть это человек, который реально хочет заниматься вокалом. А те, которые для себя, они вот их на 25 минут хватает, и как бы по большому счету им надо идти домой, там, да, что-то сделать дальше, потом приходишь. Ну, конечно, такого нет. Но там была именно такая система. Или даже 20 минут, вообще какое-то маленькое. Многие вокалисты жаловались, я, наоборот, была очень в восторге, потому что ты уже не маленький ребенок, с которым нужно сюсюкаться, да, то есть это я выполнил домашнее задание, ну давай, 1, 2, 3, начинаешь. Нет, то есть ты выполнил домашнее задание, по большому счету вы быстро пробегаете по этому, и что-то новое тебе дают. И получается 20 минут стилистики, 20 минут техники с разными преподавателями и еще 20 минут импровизации с другим вообще не вокалистом. У кого-то был саксофонист, у кого-то был гитарист. И то есть мы просто сидели и импровизировали. И он, допустим, слушает, ты какую-то там спел фразу, да, и он говорит, ну вот тут можно было бы сделать, и он, то есть, более начинает туда углубляться детально. Но что мне нравилось, в основном он работал именно с ухом. Что многие вокалисты на самом деле часто хотят пойти с другого пути. Они пытаются выучить гаммы, нагрузить себя такой информацией, и многие из-за этого именно боятся начинать импровизировать, потому что я ничего не знаю. Это важно знать, но важно, чтобы твое ухо, да, было развито достаточно, чтобы ты мог хотя бы на что-то положиться. И я помню, что было круто именно в музыкальной школе, это то, что они нас всегда подталкивали. Идите импровизируйте, идите на сессион, идите. Я сейчас, когда смотрю записи, я не люблю их смотреть, думаю, боже, какой кошмар. Но я понимаю, что это было именно теми шагами, которые меня... Ты ничего не соображаешь, ты просто делаешь. И потом как бы ты весь этот мусор начинаешь фильтровать с поступлением информации. И вот в этом плане как-то эта система у меня очень логично подошла именно вот к этим 20 минутам разных вещей. В этом плане мне очень это понравилось. Теоретическая часть у нас была от Беркли. Все книги, все школы были от Беркли, из Беркли. И я очень сильно до фанатизма увлеклась сольфеджио.
у нас было 3 человека. 2 из них были с абсолютным слухом. Это те, которые могут назвать ноту. Объясняю для тех, кто не музыкант, которые могут назвать... Для тех, кто не музыкант и досмотрел до этого момента. Да, спасибо большое, во-первых. Те, которые могут услышать ноту и назвать не её. нажимая, да, не нажимая на инструмент, назвать ее. У меня такого навыка нету, не знаю, к сожалению или к счастью. Но вот я была единственная без этого слуха, то есть у меня все относительно. И вот у нас было соревнование, кто из нас, значит, пятерочник. Я была лидером. И у меня учитель очень так всегда над нами смеялся. Ну, мы это все в шутку, не так, что мы там козни друг другу строили. Все это было в шутку, но было очень круто. Не знаю, очень атмосфера была приятная, учителя очень были расслаблены. И вообще ты картину другую наблюдаешь, там же совершенно другой менталитет. То есть учителя в перерывах могли стоять с учениками, курить марихуану. Ну, вплоть вот до такого прям, настолько Да, релакс. Прикинь. настолько релакс. И то есть, когда мой папа приехал, он такой: что тут происходит? Где я оставил своего ребенка? Я говорю: папа, не переживай, я с ними не тусуюсь. Ну, мне при этом нравилось за этим наблюдать. То есть это какой-то совершенно другой уровень доверия, мне кажется. Ну, во-первых, там все это легально, поэтому переживать особо не стоит. Ну Но да. другой уровень общения, люди... И я понимаю, что это важно найти баланс, когда ты при этом остаешься преподавателем, которого уважают, да? Но вот этой крайности нету, когда тебя... Да, не под страхом. Ну, то есть Да. взаимодействие не на каком-то авторитарном, властном... Над тобой никто не да, стоит, да. как царь. Но это же вообще ключевое, типа, из какой точки ты там проживаешь момент. Вот. Ну, Потому что там, этой- типа, ты в стрессе или ты, наоборот, в в комфорте. этой атмосфере легче раскрыться. И поэтому именно студенческие годы в Грёнингене я воспринимаю как такие годы лаборатории. Очень разные стилистики, я там как-то, ну, немного, но при этом для меня это было много разного, в отличие от того, что, да, на чем я выросла. Нам приходилось петь там на корейском, у нас был бразильский конкурс, что в принципе нормально для нас, но все равно это был конкурс, где мы за неделю должны были подготовить 2 номера, там просто вызубрено. На африканском, на юруба, причем я пела с другом целый проект. Ну, какие-то разные вещи очень были, которые точно были вне комфортной зоны. Мне кажется, поэтому я сейчас более такой человек, который ищет комфорт. Потому что там все было просто... И там какие-то педали, примочки появлялись. И думала: о, электронная музыка, это что-то интересное, надо туда тоже. Ну, это у меня был очень короткий период. Слушай, ну это тоже, мне кажется, такой большой плюс, потому что когда тебе вот расширяют эти границы, типа, как это может быть, насколько разнообразным может быть процесс, да, там, музицирования, импровизирования. Недавно у меня был диалог, кстати, как раз с Джиди Уолтером, и мы с ним обсуждали тему стилистики, да, в какой стилистике петь, в каком жанре петь. И на самом деле очень многих вокалистов этот вопрос мучает. Особенно, когда начинается авторская музыка, да, написание своего материала. Те люди, которые там многожанровые, они боятся на чем-то, да, как бы, да, остановиться или оступиться. То есть, например, человек там смотрит свои песни и говорит: блин, у меня все такое разношерстное, я не понимаю. Но мне очень понравилось, как Джей Ди сказал, он сказал: когда ты поешь разную музыку, ты исследуешь постоянно и себя, и эти грани, и в этом выходе, да, вот из этой зоны понятного там и приятного, например, там для твоего уха или понятного языка, ты на самом деле тоже развиваешься Но в вот этом. он и был один из людей, который на меня повлиял в плане вот открыться в других степях. И при этом он был человек, который меня научил по-другому уважать традицию. Потому что все-таки человек, который из Америки, он всегда будет по-другому относиться и знать джазовую музыку, чем откуда-либо. Поэтому он однозначно очень-очень-очень важную роль в моем становлении сыграл. Но вот именно попробовав разные стилистики и сейчас, там, посмотрев, да, назад, я понимаю, что чуть-чуть всего этого как-то и повлияло, может, на то, чем я занимаюсь сейчас. То есть я не
мои проекты сейчас не традиционный джаз. Но при этом, допустим, с Евгением Лебедевым, да, с пианистом, мы делаем какие-то дуэтные программы, где у нас есть джазовые традиционные вещи. Но при этом это в миксе с оригинальной музыкой, которую там мы пишем. Ну, то есть все важно попробовать, чтобы знать, что тебе не нравится тоже. Да, как минимум. Да, да. Когда ты уже точно понимаешь, что это не мое. Да. Я рада, ну, я совсем там... Есть такие стилистики, которые я не пробовала, и думаю, что есть лучшие люди для них, чем я, поэтому... Но именно вот в своей зоне, мне кажется, я более или менее так прикоснулась. Супер. Давай перейдем плавно вот к тому, как завершилось обучение. И что было дальше? С какими мыслями ты заканчивала этот 3-летний дискомфортный прорыв? И чего хотелось на тот момент? Уже настолько я пришла к комфорту, что я поняла, что пока я еще в этом состоянии, на это тоже повлияли, я думаю, мои родители, пока я еще в студенческом моменте, надо сразу отстрелять мастер-программу. Угу. И у меня были сомнения, потому что в какой-то степени учиться не очень хотелось что-то пытаться делать, но я решила, что я конкретно уйду в степь, куда я бы сама, наверное, не залезла, если бы я не была в рамках школы и что-то тебя постоянно не заставляло. И я решила сделать ресерч на тему биг-бенда. Именно на своей мастер-программе. И там очень крутая система, потому что ты приходишь со своим предложением, и ты говоришь, вот мне, допустим, интересно, тарарара, как вы думаете, могу ли я в рамках школы начать свое можешь исследование? пояснить, что значит ресерч на тему биг-бенда? Что именно? То есть там... Вот я пришла, и мне хотелось... Потому что много биг-бендовой музыки с вокалистом, который в традиционном стиле, да? Там мы слышим Фрэнк Синатра, Дин Мартин, я не знаю, тот же Нэт Кинг Кол, да, оно все более или менее в традиционной. Звучание именно ты имеешь в виду? Да, или стилистики. Вот, а мне тогда у меня начался очень такой серьезный фанатизм на тему Уэйн Шортера, Херби Хэнкока, и мне всегда казалось, почему мало вокалистов их музыку поют. А еще и с биг-бендом. Может, там уже куча их, я не знаю. Но на тот момент как-то я пыталась найти, и я ничего не нашла. И я думаю, вот я хочу писать музыку в их стилистике, при этом взять какие-то их песни, попытаться все это сделать в микс. То есть ты хотела адаптировать, да? Соединить да. класс. И вот я занялась этим, и я очень быстро разочаровалась в этой идее. Это была непосильная ноша? Не то, что непосильно, но то, как к этому отнеслись преподаватели, мне было тяжело. И у меня вот в Америке есть отличный термин, называется seniorized. Это когда ты уже на последних курсах, и тебе уже не кайф учиться. И ты типа, я не хочу, мне это уже не интересно. Вот у меня такое случилось, потому что то есть там всего лишь 2 года. Но, честно говоря, это не 2 года, а год. Потому что на полгода ты уезжаешь в Нью-Йорк по обмену, это обязательно. И потом ты возвращаешься. А что ты делаешь там те полгода, вот пока ты едешь туда? Что составляет каждый день? Независимое обучение. Я к этому приду. Приду. Вот в этот первый год, то есть у тебя ты должен отшлифовать максимально свою идею и начать писать. Потому что в Нью-Йорке не до этого совершенно. И мои все преподаватели начали говорить, вот, для того, чтобы прийти сюда, ты должна изучить все биг-бенды с традиционным материалом. И я понимаю, что у нас начинается мини-война на тему того, что у меня очень мало времени. И есть уже композиторы, которые работали в стилистике модерн джаз, да? Не модерн в смысле сейчас. Подожди, Пол Анка — это хороший пример? Помнишь, он переделывал, но он прям брал попсовые вещи, Да, вот. Типа Нирвану, но сделал в такой джазовой подаче, что там как раз и биг-бенд, или это... Может, это хороший пример именно в том плане, что человек что-то из чего-то сделал, но именно вот в контексте этих стилистик я не могу сообразить, если хороший пример. Я начала изучать именно вот модерн джаз вот в тех времен. Всех композиторов и аранжировщиков. И я помню, я сидела в библиотеке, и мне приносил мой учитель одно, а я понимала, что меня тянуло совершенно к другой информации.
И то есть у нас не то, что конфликт был, но Расхождение. расхождение, да, в интересах в какой-то степени. И у нас есть ментор, и еще какой-то был, перевожу, чтобы это логично на русском звучало, он типа как тренер твоего исследования. Классно. Очень круто перевела. И тренер твоего исследования — это по большому счету А как это на английском? Research coach. Да. Который помогает, да, в исследовании, Да. помощник. Он в основном психологически тебе говорит: Вау. успокойся. Потому Вау. что ментор на тебя давит, он дает тебе кучу информации, он тебе пытается, чтобы ты поумнел наконец-то. А коуч себя расслабляет и А говорит, коуч говорит: так, выдыхай. ладно, я понимаю, у тебя сейчас очень много информации, но ты должен понимать, что посмотри на стул. У нас был один преподаватель, он всегда максимально философский подход, но иногда это было очень слишком далеко. Особенно, когда он покурит перед уроком, это было трудно иногда понять. Мне кажется, поэтому некоторые из его студентов курили, чтобы просто быть на одной волне. Чтобы Мне понять с ним его. было трудно иногда. Он говорит: посмотри на этот стул. Ты видишь, что это стул, но можно еще его обойти, и он будет стул типа с других сторон. И ты думаешь, каким образом это может помочь в моем исследовании? Но вот у них такая система. И то есть некоторые в этом видели: да, это стул. Да? И они ходили Они вокруг понимали, него, о чем и речь. они понимали, что они могут войти там, да, с разных сторон к своему ресерчу, этому исследованию, и какие-то у них были Открытия какие-то. Но я понимала, что я ухожу от того, что мне хотелось изначально сделать. И моя преподаватель по вокалу, она говорит: ты должна быть дивой в оркестре, ты должна быть там типа фронтлайн, да, ты перед. А мне не хотелось этого. Мне максимально хотелось от этого уйти и быть частью ансамбля, и типа мы все заодно. И то есть вот это вот разностороннее совершенно мнение. Вот такой был интенсивный первый год. Потом ты уезжаешь в Нью-Йорк на полгода, тебе выделяется определенный бюджет, конечно, это все согласовано должно быть с консерваторией, и ты выбираешь себе преподавателя. И вот у меня были преподаватели, по-моему, только 4. Но я возвращалась. То есть мне не хотелось брать просто мастер-классы, мне хотелось именно вот с людьми интенсивно понять их видение. И вот у меня был Тейлор Расси, пианист. У меня был Майкл Моссман, именно кто мне помогал просто вычищать мои аранжировки, объяснять, почему, где, какой там диапазон у инструментов. Хотя все это можно уже видеть там в нотационных программах, но все равно это другое. Джейди Уолтер, мы также продолжали заниматься вокалом, но мы больше как джемили, просто чтобы как раз-таки более или менее прийти к стилистике. Мы вместе писали, аранжировали, что-то было интересно. И кто-то еще. Параллельно, я не помню, если это было на мастере, но я у Грегори Портера тоже брала мастер-класс. И это был человек, который... у него нету музыкального образования, но он был один из людей, который меня прям... Я не знаю, как это даже сказать. Как открыл просто... Он убрал мое эго. Вот это было самым таким... Я помню, когда я пришла, у меня было: а как вы вот это делаете, а как вы это делаете, а что надо сделать технически? Он такой, типа, просто пой. И думаешь: вау, я до этого не додумался. Но разница колоссальная. То есть я сижу, он говорит: попробуй так. И вот мы рядом просто сидели, вот как мы сейчас с тобой. И он говорит: давай спой сейчас. И вот мы закрыли глаза, мы поем. Думаешь: так, что происходит? Я как бы ничего из этого не учу. И потом он на тебя один раз посмотрит, и ты все понимаешь. Вот удивительно, но это, наверное, человек, это особенность, когда он может такую связь установить, что ты по взгляду можешь понять, что ты там перестарался, или ты, наоборот, не дал чего-то. И вот мы с ним буквально сидели и час пели, просто вместе. Я помню, Это был индивидуальный урок? Да. А при этом его пианист иногда приходил, уходил, он иногда аккомпанировал, иногда мы акапелло просто сидели. Такое было очень необычным подходом, да, к уроку. Некоторые на это посмотрят и скажут: так, за что я деньги заплатила? Но для меня это было очень круто. Потому что очень много вокалистов заморачиваются.
насчет техники и так далее, и так далее. По поводу вот этого опыта с Грегори Портером, в общем, интересно обсудить эту фигуру, во-первых, как музыканта, потому что, конечно, вот у него вокал излечивающий. Вот мне очень сильно хотелось с тобой обсудить вопрос влияния музыки на людей. И, ну, расскажи, вот, во-первых, как ты воспринимаешь его творчество? Какое влияние, какие эмоции у тебя вызывает, когда ты его слушаешь? Ведь ты наверняка пошла к нему, потому что, ну, ты знала уже, что он делает, как он звучит. Да. Это был не просто педагог, который... Как вас зовут, Грегори? Да, простите, я забыла. То есть ты уже понимала, к кому ты идешь, да, вот интересно именно в эмоциональном и каком-то, может, духовном, моральном плане, что для тебя его музыка значит. И вот этот опыт, мне кажется, который ты испытала как ученик и учитель, конечно, он очень сильно подхвачен вот этим ощущением, личным восприятием его музыки. Я его для себя открыла на радио. То есть я один раз включила радио, и там была эта песня 1961. Я думала, о, прикольная песня. И потом мне понравился его голос, я, конечно же, шазамила это все. Послушала альбом, думаю, круто. И он приехал в Грёнинген буквально там через 2 недели после того, как я его... И, конечно же, все было sold out. Я была очень поздно для себя его открыла. Я пытаюсь... Ощущение вспомнить. Не ощущение, а как таймлайн пытаюсь вспомнить. Все было распродано, я позвонила, как раз Джей Ди приехал, я говорю, я хотела попасть на концерт. Ну, да, было бы неплохо, если ты... Я говорю, ну, все sold out. Я сейчас сделаю, типа, пару звонков, я его знаю. Там, его Сейчас я позвоню Грегори. Да, и он достал билет. И мы пришли, он очень нас тепло встретил, так как он знал, что мы ученики Джей Ди, он нас проводил за кулисы, там у нас несколько людей было. И такой, ну что вы, ребята, чем вы занимаетесь? Да, он очень дружно к нам отнесся. И я все пытаюсь вспоминать, у меня голова мультитаскинг сейчас. Я помню на концерте, как бы у меня было определенное ощущение того, что человек просто вот от души, у него выливается из него все. Все равно самое сильное впечатление у меня Курт Эллинг. Вот я не знаю. Грегори просто человек, который поет от души. И то, как он доносит слово. Человек, который умеет безумно красиво донести смысл и безумно красиво написать. Вот то, что я, наверное, с Грегори для себя открыла, это слушать слова. Звучит его тексты, банально, да. Но... При том, что у него достаточно простой текст, но он как-то так его подбирает, что он настолько попадает он простой, в суть. Но он очень лиричный. То есть ты не просто слушаешь песни, там, знаешь о чем. Там, о, да, это прям песня о любви. историю слушаешь, да. Ты слушаешь историю, да. И он ее рассказывает, и ты понимаешь, что он рассказывает ее так же, как он бы рассказывал это вот как человек. Мне это качество безумно в нем нравится. Это то, что, наверное, я от него тоже бы всегда хотела взять. И когда я пишу, я тоже стараюсь писать так, как я бы это сказала. Тогда ты больше к себе органичнее остаешься. И я пытаюсь вспомнить, вот я не могу не упомянуть, просто я в этом же концертном зале, где я познакомилась с Грегори, где на Jam Session был приглашен Курт Эллинг, там же со Снарки Папи мы познакомились. Это Линкольн-центр или какой? Это в Грёнингене. Я думала, что с Кёртом вы пели в Нью-Йорке, нет? Я перепутала, видимо. На Jam Session в Грёнингене. И там, и там. А в Линкольн, да, это он уже на концерт пришел. Ну, в общем, это были другие краски. Мы пропустили на мастер, а в Снарки Папи это были еще на бакалавре. Ну, в общем, все эти знакомства, самое смешное, что все эти знакомства были в Грёнингене. И когда я переехала в Нью-Йорк, они все перетекли плавно. Все перетекли туда. Это ты сейчас ответила на вопрос, куда идти. Надо идти в то место, где концентрация талантливых творческих людей. Ну вот, например... Я просто сходила на концерты. Да. И я не говорю... Просто сходила и... И все, и вот теперь я... Когда люди видят, что ты одержим музыкой, и что тебе больше ничего в жизни не надо, они это чувствуют. Так же, как и я иду на концерт, потому что я иду на концерт к этим людям, потому что именно я чувствую от них эту энергетику. Концертов очень много разных бывает, да?
но ты знаешь иногда, какие на тебя реально повлияют, а какие просто тебе принесут удовольствие, и ты хорошо проведешь там вечер. Но вот есть определенные концерты, которые я от начала до конца помню просто эмоцию. И Да. это то, как я их вспоминаю. Слушай, ну ты сказала такую фразу классно, что он избавил тебя от эго. Можешь немножко вот еще пару Да. предложений? То есть я правильно поняла тебя, что ты хотела умом понять, да, типа в чем секрет, типа ну как же мне сделать так, чтобы я ощутила, да, вот какой-то там свободу, но при этом опираясь там на какой-то профессиональный вот такой скилл. И его слова, когда он тебе сказал, да, там, да нет, там, просто пой, просто Он ищи, такой, просто звучи. just sing. Я в этот момент себя почувствовала жутко глупо, но это было открытие. И я иногда до сих пор это говорю своим студентам, когда начинают говорить, а как здесь связки, а тут у меня что-то, а как тут, там. Я говорю, нет, Неважно. просто пойте, да. Он меня избавил от эго этой фразой, и просто когда ты начинаешь его слушать, ты понимаешь, что человек не думает о себе, о своем голосе и о том, как он будет петь. Он думает о том, что он поет и с кем. И я понимаю, что многие люди, кто занимается вокалом, думают о своем тембре, думают о своей технике. В общем, обо всем, только не о том, что они поют. Да. И они хотят импровизировать, они хотят хорошо звучать, что у них была опора и там. А когда ты спрашиваешь, о чем песня, чаще всего они не могут ответить. О чем эта песня? О любви. И? А в песне может быть кусок драмы, кусок расставания или наоборот, как вы друг друга нашли. Это совершенно разные эмоции, все они о любви. Это я постоянно ссылаюсь на книги. Ты ссылаешься на учителей. Есть еще одна классная книга, в которой содержание такое, там 33 истории. В этой книге 33 истории. И в конце каждой главы автор говорит, про что эта история для тебя. Мне кажется, что очень созвучно с твоей мыслью, потому что, да, вот взять Грегори Портера, он, как ты сказала, поет очень простым текстом, но он настолько пропускает это через себя, через свою душу, что ты уже неизбежно чувствуешь своей душой, и все, ты не знаешь человека, но ты как будто слушаешь тоже, да, вот у меня какие-то ассоциации с ним, как будто это голос, знаешь, такой с небес, или там какой-то отец какой-то разговаривает с тобой. То есть настолько он добрый и открытый, что ты как бы проваливаешься в человеке, настолько он передает это вот ощущение. Через душу это все. Да. Расскажи мне, как ты написала первую песню. Что было поводом, что послужило поводом, что ты начала писать, ну как бы ты села и... Я не помню. Ты не помнишь, это было очень... Маленькая была. Я помню, что моя мама начала смеяться, потому что я села, и у меня какая-то была басовая линия. Какая-то вообще обычная совершенно. Может, мне лет 7, наверное, было, я не знаю. Лучше ее спросить. Она даты все знает просто. Я начала, и потом какая-то мелодия, и мама говорит, вау, это ты сама сочинила? Вот что важно, да, тоже, когда родители на какую-то... Обращать внимание. Да. Я говорю, да, мам, представляешь? Она говорит, может, тебе надо пойти на уроки композиции? Я помню, я пошла на уроки композиции просто дополнительно. Был такой момент, что учитель перенасытил меня идеями, и из-за этого я немножко растерялась. То есть, а можно сделать так, а вот тут тебе надо развить. И ты понимаешь, что вау, сколько всего страшного может произойти в этой простой басовой линии с мелодией. Это я не хочу. И то есть для 7-летнего ребенка это просто, уже чуть-чуть на травму похоже, когда я начинаю пичкать идеями. И был такой момент, когда я немножко испугалась. Но я пытаюсь вспомнить. 2 песни, которые были одни из первых мной написаны, на самом деле на альбоме We Are. Обалдеть. В смысле, это было вообще типа в детстве? Жесткий Ну, ты обязана вспомнить, что это за песня, потому что... Не, я помню. Эти песни я помню. Это вот There is a Place и вот эта, которая вышла бонус-треком недавно. Как она называется? My Imagination. Вот эти 2 были написаны, может, когда мне было как раз-таки лет 12.
Обалдеть. Мне пришлось переделать слова, потому что у меня был там Ringlish, русский и английский такой переведенный вообще неправильно. Но вот мне хотелось их, потому что они были написаны В правильном состоянии? Как они? Ну, то есть ты... очень легко, очень естественно. То есть я села, и я помню, и почему-то обе они были написаны, когда мне было как-то грустно. Когда у меня было такое какое-то школьное перенасыщение. Я помню, я садилась вот в этом немножко угнетенном состоянии, и вот они у меня вылились как-то. И я помню, я маме показала, я говорю: мам, посмотри, я быстро как сочинила. Ну и, конечно, у меня это все было сочинено с неправильными словами. Но сам факт, что меня никто не остановил. Типа: о, Алина, тут неправильно. Все: вау, как это классно. И начали играть это с ансамблями и так далее. И потом, когда у меня уже We Are альбом писался, я говорю: блин, у меня есть вот эти 2 песни, и мы с Майклом обсуждали репертуар. И ты Он сказала, говорит: что ты покажи хочешь, мне. да? Ну, Да, я доделать их. говорю: вот они такие, я говорю, но у меня на них нету правильных слов. Он: ну давай, типа, вот Маз, да, который помогал мне написать некоторые, мы с ним сидели, и у нас очень крутые были, как это, writing sessions, когда, да, мы садились писать, очень крутые были сессии, потому что мы друг другу могли сказать буквально пару не идей даже, а ощущений. У обоих прослезились глаза, и мы так: я понял. Он сидит, пишет. И я сижу, пишу. Я говорю: вот эта идея, вот я хочу, чтобы она здесь была. И он такой: давай так, мы разойдемся, потом мы встретимся. И вот у нас как-то все очень органично получилось. Во второй раз, когда мы сели работать, такого не было. Удивительно. Но вот именно когда мы сидели над этими песнями, он даже пришел, он говорит: я сидел и плакал. Вот я тебе даю эти слова вот с трясущимися руками, просто потому что он вложил прям... И мне было приятно, потому что это именно так, как музыка была написана. То есть я даже плакала, ну, какое-то такое... Прочувствовала очень Да. хорошо. Давай подведем итог, как закончилась вот эта 2-летняя эпопея с Big Мастер. Band, да, вот Big Band, Research Coach, Нью-Йорк, да. подойди Вот к стулу с другой Нью-Йорк, стороны. когда я переехала туда на эти полгода, это уже был мой, по-моему, 3-й раз в Нью-Йорке. Я до этого приезжала 1 раз как... Это был как приз какого-то из конкурсов голландский, другой раз я просто приехала. И вот если я 3-й раз приехала, у меня уже там были какие-то друзья, какие-то знакомства, и я вот с этими учителями обалденными занималась. И я безумно понимала, что я не хочу оттуда уезжать. Ты уже понимала, что дороги обратной... Я не хочу. Да. И я рассматривала варианты даже не заканчивать школу. Но потом я, когда все взвесила, я думаю: блин, ну как-то год тоже не хочется из жизни выкидывать, да? И на самом деле они мне разрешили закончить бакалавр за 3 года с учетом того, что они меня оставят там. И не хотелось быть с Винтусом. Хотелось уже честно закончить. И я помню, я с жуткой депрессией вернулась в Грёнинген. И я помню, я прилетела, конечно, вот этот джетлэг жуткий, и я в 8 утра уже стояла, ждала открытия консерватории, просто потому что я хотела заниматься и вообще ничего помимо этого не делать. И, кстати, вот в первый день моего приезда в Нидерланды, в Голландию, уже все путаю, я написала еще одну песню, которая тоже на альбоме Doesn't Seem So Real. И тоже вот она именно описывает состояние, типа, что я не понимала, что я вернулась, и типа это как будто не по-настоящему все, и что я очень была запутанная, и вот какое-то... А можно вопрос сразу, вот пока мы говорим о написании, ты говоришь про то, что для тебя это получается очень знаковые песни, потому что ты их села и написала даже, ну, как бы не осознавая, а просто передавая вот эти чувства. Просто этот вопрос, он, в принципе, для меня важен и интересен для тебя как для автора, потому что ты заставляешь себя писать песни. У тебя как бы есть в этом плане какой-то вопрос неудобный для самой себя, потому что кто-то прям, понимаешь, вот, ну вот кто-то надо писать, и вот надо кранчик, чтобы постоянно лился, прочищался, и тогда в какой-то момент просто я по себе заметила, что если у меня нет этого состояния, если мне нечего сказать, я могу написать, но, скорее всего, меня не будет это так сильно трогать,
потому что у меня не будет этой эмоциональной сцепки вот с тем высказыванием. И, ну вот у меня там, например, есть пару песен, которые вот так вот родились, как ты рассказываешь, и я понимаю, что для меня это, ну, просто какой-то чистейший такой поток, который ты просто взял и, ну, вылил, просто взял и зафиксировал. И на удивление эти песни, они правда нравятся. То есть ты как будто сам себе Люди веришь. ощущают, когда им говорят Да, правду. да. Поэтому Вот как ты к этому относишься? То есть, у меня это очень периодично, то есть если ты... это Да, имеет да, да. какой-то смысл. У меня был такой период, когда я садилась, и мне все говорили, надо постоянно писать, этот навык, который надо тренировать. Не можешь ты так, да, ведь ты не заставляешь Нет, себя. не могу. То есть я так же, как и ты, я могу, но меня это, скорее всего, не будет трогать, и, скорее всего, это окажется в мусорке. Как упражнение, грубо говоря, ты Да, делаешь оно и будет какое-то... звучать так. И поэтому у меня очень долго занимает время между проектами. Потому что я максимально стараюсь выжать из себя самую честную эмоцию. То есть у меня были такие моменты, когда у меня странное состояние, идеальное состояние, в котором пишется. Ты садишься, у тебя что-то начинается, и ступор. И ты думаешь, блин, ну вот все же так хорошо начиналось, что же случилось? И вот в такие моменты ты должен вернуться, вспомнить это состояние, максимально его просто выжить, все, что тебя заставляет, если тебе было грустно, сделай все, чтобы тебе было грустно, вспомнить именно это ощущение и рассказать об этом. Потому что мы все люди, мы все переживаем практически одинаковый спектрум эмоций, правильно? Поэтому если мы можем максимально описать свое ощущение, свое состояние, тот человек, который через такую же, может, жуть или там, да, наоборот, через что-то такое супер Через радость. прекрасное проходит, он это ощутит в более красочном Просто вспомнит, виде. идентифицирует Да, на себе. да. Поэтому некоторая музыка вызывает мурашки, а некоторая просто звучит хорошо, и тебе там, да, ты подтанцовываешь. То есть не хочется писать. Ну, наверняка, знаешь, я еще понимаю, что надо писать с мыслью, что не всем эта музыка понравится. И тогда ты пишешь свободнее. И это нормально. Это то же самое, что идти в галерею. Есть определенные артисты, разная стилистика, да. Кто-то рисует там кляксами, кто-то рисует там детальные вены и так далее. Так же и для меня. Я понимаю, что какие-то песни никакую эмоцию человеку не принесут. И, допустим, хороший пример, немного уходя от вопроса, хороший пример был, когда я преподавала в лагере в Коннектикуте. Там в основном детишки были. И они все очень... у них энтузиазм заразительный, потрясающий. Они все просто обожают музыку. Кто-то из них даже не хочет стать музыкантом, но им кайф лето посвятить музыке. И вот они приходят, и они начинают... У нас был очень смешной один урок, у нас потому что групповые уроки, и я говорю, давайте мы все сядем в круг, мы будем разговаривать о смыслах песен. И там кто-то у меня пел... Я не помню, какой это был стандарт, но стандарт был о расставании. И она сидит такая, эта песня о расставании, но я не знаю, как ее спеть, я никогда не расставалась, ей там лет 7 или 8. Я говорю, это хорошо. Я говорю, давайте так, мы подумаем о каком-нибудь фильме. Я говорю, ты знаешь какой-нибудь фильм, где люди расстались? Она, да, вот есть такой сериал на Дисней. Они начинают по-другому петь. Просто, это настолько они свои какие-то связи с этим Сцепка делают. с собой. Да. И они через эти эмоции тоже пропускают. То есть это не им написано, но это важно, когда даже ребенок понимает, что какую-то линию, историю какую-то ты создаешь, пропускаешь через себя, они по-другому звучат. И самое крутое, это то, что они не думают больше о своих комплексах. И вот, возвращаясь к Грегори, Да, фокус. Эго уходит, у тебя фокус исключительно на том, чтобы рассказать историю. То есть дело не в тебе уже, пофиг на тебя. Дело в музыке, дело в истории. И дело в том, как люди это прочувствуют. И вот когда дети это понимают, у них сразу исчезают комплексы там, диапазона или техники, или там, дыхания. Они сразу пытаются рассказать. И они раскрываются за неделю. И это удивительно. Каждый финальный концерт мы с учительницей, там еще 2 учительницы, мы сидели и плакали, потому что дети раскрываются просто поразительно. Просто потому что они в правильной... В правильную сторону смотрят. Да, их фокус в правильной стороне. И тогда они не воспринимают это как что-то, где надо конкурировать. Вот почему есть такое
понятие, что вокалисты друг друга ненавидят. Ну, наверное, это как один из штампов каких-то, может быть, тоже. А откуда он взялся? Да, потому что ведь реально есть какой-то пласт Да. вокалистов, которые соперничают между собой. А почему? Для И- меня или, всегда знаешь, это было где-то непонятно, в почему. глубине души ненавидят друг друга, но ведь музыка никогда про это не была. Поэтому, Для меня это все очень да. Ну, собственно, спецэффект. да, вот мне выражающего кажется, что отношения. это, знаешь, такой стикер появляется на тебе Нет, просто, горящий. во-первых, у нас у всех разная физиология, начнем с этого. Я не буду сравнивать себя с другим человеком, который поет мощнее, который поет выше, Громче, громче, быстрее, тише. да, Да, там. смысла нет. Элементарно, каждая, я не знаю, наш рост влияет, наш вес влияет, куча всего. И я изменяюсь перед тем, там, перед людьми, которые не верят в Бога, но я верю в Бога, и я считаю, что Он нас создает уникальными, да, по причине. И мы должны максимально это доносить, не пытаться быть кем-то. И тогда тоже к музыке отношение меняется. Я не знаю, если это имеет какой-то смысл, но для меня это было Это вот очень большой каким-то... смысл. Мне кажется, тогда вся жизнь сразу же у тебя, ну, как бы это совершенно два разных сюжета. Ну, вот представь, если ты идешь в конкурс, да, и для тебя важна победа. Ну, то есть вот сам... Поэтому я и шла на конкурсы, потому что для меня, если бы я шла с той целью, что у меня была бы победа, у меня бы был страх, и я бы, скорее всего, не пошла. Были у тебя такие совершенно конкурсы, в другие которых задачи я были? не проходила финал. Я занимала второе, занимала третье место, это не важно. Но при этом для конкурса, на который я всю жизнь боялась именно ехать, потому что я знала, какой там уровень, был Монтрё. Да, да. Расскажи вот вообще про как это все прошло. Сказка. Это такое воспоминание, которое можно в деталях очень долго рассказывать. Я постараюсь максимально быстро это сделать, но у меня всегда родители говорили, вот, когда-нибудь ты вырастешь, поедешь на фестиваль, там, тарарара. Я думала, ну да, я надеюсь, что это случится. И потом вдруг появился этот конкурс. И мне мама присылает ссылку на заявку. Я думаю, так, я не знаю, если я готова. Начинается эго. Вот эта война. И 1 год я не подала. Потому что я думала, я слишком занята учебой, мне надо быть лучше. Это цель всей моей жизни, быть лучше каждый день. Я до сих пор не дошла туда, куда я надеюсь, я дойду когда-нибудь. Но в итоге я наплевала. Вот у меня был как раз хороший момент, когда я научилась отключать эго. Я подала, не думая, просто собрала друзей, мы записали демо, отправили, мне прислали приглашение. Я не знала, кто будет в жюри. И потом нам прислали, что там будет Алджиро. У меня просто было состояние, я была парализована. Я на нем выросла. У меня папа с мамой огромные фанаты Алджиро. И настал конкурс. Я помню, и все было за... Ты должен был сам платить за отель, сам платить за перелет. Полностью Да. все взносы. Мгм. И я помню, я пришла в консерваторию. Ну, моя семья меня поддерживала, насколько могла. И я помню, я пришла в консерваторию, я надеялась, что они, может быть, помогут какой-то стипендии или что-то такое. Они говорили, держи флаг нашей консерватории высоко. Мы с тобой. Да, то есть никто ничем не помогал. И я думаю, блин, ну, конечно же, тогда это получается больше как инвестиция. Просто именно В опыт. в идею того, что ты поедешь, и ты увидишь, как много разных уникальных людей, созданные, да, вот со своим голосом, со своей манерой, со своей физиологией и так далее, и так далее. И я поехала одна, соответственно, потому что это было бы очень дорогое удовольствие. Моя мама как раз приехала в Голландию, и она ждала меня там. И я помню, я прилетела, абсолютно все были с семьями, с друзьями, с бойфрендами и так далее, и так далее. И я помню, я приехала одна, и они сделали ужин, чтобы все участники познакомились, и пришел там организатор, еще кто-то, и мы были в доме вот этого Клод Нобс, кто организатор Монтрё фестиваля, магическое место с безумно красивым видом, но это я не буду углубляться туда, потому что это вообще отдельный разговор. И то есть вся эта картина на самом деле логичная. Ты чувствуешь, что некоторые люди готовы соревноваться, а ты чувствуешь, что некоторые из них, наоборот, приехали так же, как и ты, просто
насладиться общением таких же сумасшедших, помешанных людей на музыке, как ты. И приходит Маркус Миллер. Такой: о, ребята, можно я с вами поужинаю? Садимся и ужинаем. Просто мемуары Алины Ингибарян. И мы повернулись все: это Маркус Миллер. А он такой вообще спокойно сел с нами, покушал. Удачи вам завтра. Мы все вернулись. А он тоже был в Он жюри? просто фестиваль. Он просто... Да, он на фестивале был, он заскочил в дом Клод Нокс. Забежал поздороваться. Да, поздороваться, на самом деле. И на следующий день я пришла, опять же, все с семьями, я захожу одна, и у меня такое ощущение, думаю, блин, а куда идти, где сидеть, кого ждать, кто меня встретит. И я нашла наконец-то организацию, они говорят: ты, Алина, так, садись сюда, если надо там распеться, и все распеваются, там сумасшедшие распевки, и я понимаю, что я не хочу распеваться. То есть у меня какое-то состояние, что этими распевками они какую-то нервную вибрацию вокруг меня создают. И тут я понимаю, что у меня проблема начинается с давлением, у меня, извиняюсь за подробности, просто не останавливается кровь из носа. И я уже сижу, организаторы начинают паниковать, я одна из первых, так как у меня АЕ, Алина Ингибарян. Они такие: так, срочно ее забирайте в скорую помощь. Она должна быть в порядке конкурса, что это такое? Там, мы не можем пропускать, у нас все очень четко. И вот, то есть, я вместо того, чтобы идти распеваться, меня забрали в скорую помощь. Какой-то ужас. И все смотрят, девочка какая-то непонятная идет. В итоге я вернулась, я быстро оделась, они мне дали какое-то лекарство, которое тем останавливает кровь. Я пришла, и все такие: Алина, ты в порядке? Я говорю: да, все отлично, все хорошо. Сама, конечно же, я нервничаю жутко. И мы не видели жюри. А мне очень хотелось их увидеть, чтобы хотя бы какую-то энергию почувствовать. Нет, нельзя. И заходишь в зал, темнота. А там только жюри или там были зрители? Нет, там куча зрителей. Куча зрителей. Куча То есть, ну, это, как, зрителей. грубо говоря, как концерт, просто это конкурс еще. Да, да. И то есть у тебя 15-минутный слот для репетиции, потому что твои песни не могут превышать, по-моему, там 5 минут или что-то такое. У тебя 15 минут пройти весь твой репертуар. И я захожу на сцену, в зале гробовая тишина, при том, что акустика там очень купольная. Там мысли слышно. Там мысли слышно, просто резонирует отовсюду. Но там гробовая тишина и такой тяжелый воздух. И я встаю на сцену и думаю: так, я должна что-то сказать, чтобы просто почувствовать акустику, потому что, конечно же, на саундчеке людей нет, совершенно другая, да, атмосфера. Начинается песня, мой голос трясется, жюри не видно, но жюри еще самое крутое, они сидят все в наушниках, то есть там никакой лажи. Там для них не важно, что вот это ты слышишь себя чертовски ужасно, все как в церкви резонирует отовсюду, а они все сидят в шур-наушниках. Там спонсоры постарались, чтобы у них все было в ушах идеально. Чтобы у них была достоверная информация, так сказать, обалдеть. Никакой шары. Началась первая песня, и я понимаю, что я не совсем довольна своим выступлением. Даже сейчас пересматриваю, я себя знаю, я вижу эту эмоцию на лице. И на второй песне у меня уже было такое... не то что потерянное, но разочарованное состояние, когда... И это мое любимое в какой-то степени, потому что это ты максимально органичен. То есть ты как бы уже принимаешь, да, ведь? Ты принимаешь себя принимаешь полностью. неидеальность Да. всего И у существования. меня такое впечатление, что я была такая подготовленная к этому конкурсу, но в этот момент все вылетело из головы. То есть это такой уровень стресса. Да, удивительно, я тут сижу, умничаю, что никакого эго. Но в этот момент просто вибрация Не можешь зала, ничего энергия делать, да. людей, это, ну, ты не можешь это контролировать. Ты выходишь, и твое сердце там звучит Колотится, да. в мониторах. И я помню, что когда начала петь балладу, я уже поняла, что я не прошла. Я думаю, все, это первая песня была полная лажа, но неважно. Я просто буду петь, потому что моя цель была приехать и посмотреть. Вот я приехала и посмотрела. И я пою какой-то отрывок. По-моему, у меня был какое-то соло в балладе, и после этого я слышу: «Алина!» И я понимаю, что это Алджиро крикнул мое имя. И я думаю, у меня какое-то такое моментальное... Такое ощущение, как будто я в этот момент его увидела. Там, при том, что было безумно темно, они сидели достаточно далеко. Вот у меня с ним какой-то был контакт.
Звучит, как будто я выдумываю историю, но я не знаю, как это... Для меня это само, честно говоря, немножко Нет, это сказочно как всё фильм звучит, я просто уже представила это все. И я схожу со сцены, я звоню родителям, я говорю: мам, я не знаю, как я справилась, папа, там, ну я То рада, есть что 2 я песни, приехала. получается, да, ты 2 спела? песни, да. По-моему, да. В финале 3, в полуфинале, по-моему, 2. Так как время везде одинаковое, очень у них строго все. Они говорят: не переживай, доченька, ты молодец, мы тобой гордимся, что ты поехала, это очень большой шаг, ты всегда об этом мечтала. И я думаю, действительно, это кайф. Я познакомилась с очень талантливыми музыкантами, вокалистами. Я приехала на Монтрю, это вообще... И в итоге они выходят, жюри, и подходит ко мне одна из членов жюри, которая была на тот момент либо членом, либо директором джазовой ассоциации Америки. И она подносит мне платок, что было достаточно странным Это вам. подарочком. Она говорит: это тебе. Говорит: это мой талисман, который я носила очень много лет. Я тебе объясню, почему я тебе его даю. Когда ты пела балладу, говорит, Алджиро начал плакать, и я дала ему этот платок. Говорит, и он вытер свои слезы. И говорит, я когда взяла этот платок обратно, я понимала, что он мне больше не принадлежит. О, Боже. И я считаю, что он должен быть у тебя. И в этот момент я просто поняла, что неважно вообще, что было, это такой особенный момент в моей жизни. И я начала плакать, она меня обняла, она говорит: а ты здесь одна? Я говорю: да. Она: милая, я с тобой. Хорошо? Ты типа не обращай внимания, потому что, конечно же, все на тебя смотрят. К сожалению, это есть, да? И я помню... сейчас не хочется плакать. Да, у меня самой слезы прошибает вообще. Но она меня как-то очень так поддержала, и я помню, Алджиро прошел, и они не могли, по идее, с нами разговаривать. И он прошел, он меня так посмотрел, и он просто так сделал, и прошел дальше. И мы выходим в зал, они должны объявлять финалистов, и они объявили мальчика одного, другую девочку, и я понимаю, что мне там не место, в плане того, что я эмоционально уже возвращаюсь домой. И они говорят: ты Алина Ягибарян. И тут я начинаю плакать, потому что я не ожидала. И я возвращаюсь домой, и у меня, наверное, была первый раз в жизни паническая атака. Просто от эмоций очень много, разных совершенно. Да? И у меня платок, на Алджиро сейчас в руках, и тут вдруг все это. И эмоционально было тяжело. И на следующий день, я помню, я проснулась, съездила в Starbucks, прошлась по набережной, я думаю, неважно, это все неважно, это все неважно. Я просто выйду на сцену и максимально с уважением выступлю к этим людям, которые так по-доброму ко мне отнеслись. И все. Мы выступили, объявили победителей. Когда меня объявили, у меня коленки просто дрожали. Я вышла на сцену, я начала плакать. Когда я смотрю это интервью, это очень смешно смотрится, потому что любые люди, которые Слушай, победили... а есть эта запись? Да. Давай обязательно кусочек хотя бы ставим, потому что после этой истории, мне кажется, это вот очень смешно, посмотреть... Потому что я плачу, у меня платок в руках, и все вот это. Он уже со слезами... Я не знаю, если это тот же самый платок, но я помню, что у меня была куча салфеток отовсюду. I'm riding high, and I approve of the trend. Look what I found me. I found myself a gentleman friend. The sunny sky. И я просто, когда сравнивала интервью других победителей, они: yeah, I won, типа, я победил, это круто, я очень рада. Я сижу, как будто, я не знаю, это, знаешь, Грэмми и Оскар и Эмми, я все получила, и я не могу. Это очень мило. Но воспоминания из этого всего, вот этот стресс, он на самом деле супер бесценный. И я бы ни на что это не променяла. И потом же нас пригласили в академию, где были, по-моему, 7 или 8 преподавателей. Алджиро был один из них. И наши уроки проходили так, что мы просто разговаривали о жизни, о музыке и плакали. И он был настолько... необыкновенный человек. Он, знаешь, вот он мог сказать что-то такое, что вообще не о музыке, но вдохновить тебя быть музыкантом больше, чем какая-то любая теоретическая информация.
Он все так это эстетично говорил, знаешь. Он говорил, я просыпаюсь. Он тогда уже очень плохо ходил. Продолжай, нормально. Мы еще не плакали на ощупь. Это новый левел, ребята, я считаю. Чтобы вы понимали, у нас тут все плачут сейчас, не только мы с Алиной. О, боже. Он тогда уже очень плохо ходил, у него были ассистенты, которые помогали ему подниматься и спускаться со сцены. И он говорит, каждый раз, когда я просыпаюсь, говорит, первым делом, говорит, я ставлю ноги на землю, говорит, я говорю, спасибо, Боже, спасибо за то, что ты мне дал возможность сделать такую магическую вещь, как музыка. И мы сидели, что ты на это, вот как можно... Да. На это ничего не скажешь, ты просто будешь сидеть, ощущать это, и кроме благодарности ты в этот момент ничего не ощущаешь. И он говорит, вы должны всегда помнить, что приходя на концерт, люди хотят вылечиться, и вы их лечите. Говорит, у вас больше, это не просто музыка, вы делаете людей счастливее, или вы заставляете их почувствовать боль, но им от этого легче. И очень трудно было, когда он умер, мы все очень переживали, кто был в академии, потому что он к нам отнесся как к внукам, к детям, я не знаю. Но он дал что-то такое, что до сих пор, когда трудно себя вдохновить, особенно сейчас, какие мы все убитые в связи с пандемией, артистам тяжело. Вот вспоминая то, что он говорил, помогает дальше жить. Вот он до сих пор с нами, знаешь. И он всегда говорил, продолжайте это другим людям говорить, ведь это им тоже как бы поможет вставать, опускать ноги и благодарить за то, что у них есть. В такие моменты ты не нервничаешь, когда ты выходишь на сцену, не думаешь ни о чем. И как Грегори Поттер говорит, просто пой, да? И вот таких людей мало, но они мне есть. кажется, что мне в микрофоне сердце слышно. Это вместо фоновой музыки. О, да. Я считаю, что это счастье, когда такие люди встречаются. Инвестиция, да? Все это воспринималось как просто поездка на фестиваль, на конкурс, а ты просто... И знаешь, самое интересное, что сейчас, говоря об этом, я понимаю, как давно я об этом не говорила, и такое впечатление, что я вспоминаю себя лучше. И опять же, не со стороны эго, а просто вот вдохновиться на жизнь как-то по-другому. Такой взгляд в прошлое с переживанием, проживанием, такой опыт. И вот знаешь, вот сейчас переезд в Россию, да, я приехала из Нью-Йорка сразу в Ростов. И там я нашла книжки с заметками, да, вот из Монтрю. И я помню, я задала вопрос, у нас был пианист, учитель Ярон Херман, он был один из менторов. И я помню, мы все приехали такие, чуть-чуть тинейджеры, а-ля тинейджеры. Как писать, что делать? Та-ра-ра-ра. И он говорит, ну а в чем ваша проблема? Я говорю, у меня проблема в том, что я себя часто повторяю. И он говорит, Алина, я тебе задам один вопрос. Как часто ты устаешь слышать «я тебя люблю»? Я говорю, никогда. Он говорит, ну вот если ты будешь писать «я тебя люблю», ты от этого не должна уставать. Вопросов больше не было. Ну, многие подумают, ну нет, ладно. Да. Но для меня это было каким-то... И я поняла, что как я могу себя не повторять? Это я, да? То есть я могу дать ровно столько видения даже всем слушателям, которых тысячи, миллиарды, там, миллионы, да, разных эмоций. Я могу им дать только то, что прочувствовала я. И в этом тоже кайф. И поэтому я люблю других артистов. И поэтому я не хочу конкурировать с другими артистами. Я хочу услышать от них эмоцию, которую я не испытала. Я хочу им показать ту эмоцию, которую они не испытали. В этот момент то, чем мы занимаемся, моментально приобретает совершенно другую ценность. Да. Это очень важно. Мне кажется, это вообще все в корне меняет просто. Да. И тогда, когда ты входишь в комнату, тебе все равно,
вокалист другой на тебя посмотрел так, или он просто тебя воспринимает как входящего в комнату человека с совершенно другой палитрой эмоций и чувств. Мы все мы гиперэмоциональные люди, которые с искусством особенно связаны, да, мы все немножко... Чувствительны очень. Да. И насколько это важно, даже когда мы проходим через эту эмоциональную фазу, насколько это важно оставаться рядом друг с другом. Ну и, возможно, оставаться рядом и не бояться сказать какую-то свою правду на данный момент. А это должно быть всегда. Да, чтобы... Ну, то есть люди же часто очень боятся и обидеть, потому что там какие-то есть причины, да, там, я не знаю, мы боимся сказать «нет», мы боимся отказать, мы боимся, что от нас отвернутся. На самом деле, когда ты честен, и ты просто говоришь так, как есть, ты сохраняешь эту близость с человеком. То есть ты не отстраняешься. Ну, это, мне кажется, причин отстраняться изначально не должно быть, если люди честные с нуля, ну, вот с самого начала, да. И это нормально, когда люди меняются. Я не люблю называть это «меняется», я люблю это назвать «растем». Да? Тогда это странно, на самом деле, когда люди прям сильно меняются. Это, наверное, какие-то обстоятельства жизненные их меняют и так далее. Я знаю, что этот вопрос очень сильно интересует людей, которые за тобой наблюдают. Твое сотрудничество со Snarky Puppy, потому что это очень, да, такой знаковый коллектив для множества музыкантов. Кстати, когда ты говорила про то, что тебе твой ресерч-коуч или кто-то тебе говорил, что ты должна быть дива, и ты сказала: да нет, я же хочу быть в команде. Я сразу подумала про Снарки, потому что там как раз-таки вот это, да, ощущение, что каждая фигура на своем месте, она делает очень важную задачу, она создает вот это вот музыкальное полотно, безумно эмоциональное, притом насколько, да, они умудряются, ну, как бы инструментальной музыкой доносить свою мысль. Понятно, что у них есть лидер, но попробуй сейчас как-то вкратце рассказать все-таки, как получилось так, что ты сейчас в их семье. И, конечно, тысячи вопросов по поводу того, как это происходит на каком-то официальном уровне, да, то есть есть ли у тебя какие-то контракты, и как ты взаимодействуешь непосредственно со своей музыкой авторской, потому что они же тебя не просто позвали как вокалистку, которая там споет с ними пару песен, а они тебя взяли как артиста. Вот с чего это началось, что этому способствовало и на каком этапе вы сейчас находитесь взаимодействия? Вот в этом же концертном зале они приехали. По-моему, я еще была на бакалавре. Я тогда еще не знала, кто они. Они вот только начали прям глобально турить. И мои друзья говорят: сегодня приезжает очень крутой бэнд, мы все должны пойти. Это был просто независимый их концерт, да? Угу. И мы купили билеты, мы пошли туда. Конечно же, я была... Сражена. Да. И мы после этого остались, когда они делали, да? Да. И у нас такая как группа студентов были, и сразу понятно, что мы музыканты, потому что мы такие... И Майкл нас встретил, он такой: ребята, как вам концерт? Мы все, типа, это было очень круто, спасибо вам огромное, и так далее, и так далее. И он говорит: а что вы делаете после концерта? Мы такие: ничего, ну, обычно все там любили выпить пиво и так далее. Хотя я не пью, но все в итоге ходили в этот бар просто обсудить, да, этот концерт. Ну, мы туда тоже идем, типа, давайте мы там все встретимся. Мы такие: что? И в итоге они пришли, и я, и Майкл были единственные двое людей, которые не пили. Поэтому у нас завязалась безумно такая рабочая беседа, то, как мы подходим к ансамблю, как мы работаем, потому что у меня тогда был свой состав, а он как бы идеальный лидер, да. Сама идея была в том, что мы не хотим быть лидерами. И вот мы на эту тему как-то очень, ну вот, да, ресерч у меня мой, в принципе, тоже на эту тему и был. И он очень такой гениальный человек, который об этом не знает, как, наверное, и многие гении, да. И я понимаю, что каждую мысль, которую он говорил, я вот слышу то, каким я хочу стать человеком, или то, что я тоже думаю. Мне казалось, что мало кто
поймет. Именно в рабочей, да, в рабочем контексте. И все, и он буквально после разговора, я говорю, ладно, все, было очень с вами всеми приятно познакомиться, мне пора завтра рано в школу. И он говорит, пришли мне на то, над чем ты работаешь, типа оставайся на связи. Я говорю, хорошо, обязательно. Но я думала, это, наверное, такая рядовая фраза для многих людей, да, чтобы просто быть вежливым. И я прислала ему какой-то ролик, просмотренный, не отвеченный. Я думаю, ну, это понятное дело, человек безумно занят. И потом через год мне приходит от него имейл, типа, нет. Потом я его один раз видела еще в Нью-Йорке, я пришла на их концерт в Бруклинской библиотеке. И он подошел ко мне, был год спустя, мы не разговаривали никак. И он подходит, он говорит, Алина. И я обалдела, я говорю, а как вы меня узнали? Он такой, ну мы же так долго разговаривали, как можно не узнать Как можно человека? забыть? У него очень крутая память. Я бы лицо узнала, но я бы имя трудно бы вспомнила. И он такой, как ты? Пойдем сегодня, там, Педрито Мартинес играет в клубе Саброуза, который, по-моему, уже не существует. Типа, пойдем, я тебя проведу туда. И мы все пошли туда, и там была крутая музыка, и все. И потом опять все очень приятно было, спасибо, до свидания. Он такой, мы на связи. Я думаю, ну ладно, я в прошлый раз то же самое слышала. В итоге мне приходит опять там, через полгода или через год приходит от него имейл, типа, Алина, я буду в Голландии участвовать в фестивале в каком-то маленьком городке недалеко от Грёнингена. Ты бы не хотела со мной спеть? Я сразу звоню маме, плачу. А я за ночь до этого как-то себя не очень чувствовала эмоционально. Я помню, я очень много молилась. И вот такой мне имейл приходит, я думаю, yes. И я помню, я говорю, мама, ты представляешь, меня Майкл Лиг позвал участвовать на фестивале. Она, Алина, ты что, это папа, там все. И он приехал, и он сделал аранжировки на струнные, каких-то моих идей. Вот I'll Be Around, который на альбоме, я помню, я сделала регармонизацию, и он расписал это все на струнный квартет. Было очень клевое выступление, потому что это было в саду. То есть все люди сидели на траве, а-ля в саду Эрмитаж, да, вот как у нас в Москве. Такое же приблизительно мероприятие. Оркестр был и струнный квартет, 2 состава. И вот мы играли, и я помню, что я поняла, что я вот очень хочу работать с этим человеком. И он говорит, Алина, какие у тебя дальше планы? Я говорю, ну, у меня мечта была всегда переехать в Нью-Йорк. Он говорит, если ты приедешь, я тебя проспонсирую. Но проспонсирую не имеется в виду финансово. Проспонсирую имеется в виду, что если я буду подавать на артистическую визу, он заявит себя как спонсор, который отвечает за абсолютно все мои контракты. И то есть это происходит так, что ты... Я не знаю, если это важно, но, может, некоторым людям будет интересно. Ты должен предоставить государству 3-годовой календарь твоей занятости. И то есть все контракты, которые у меня будут заключаться с любыми из артистов, будут проходить через Майкла. Вот что такое спонсор. И он, собственно, и стал моим спонсором. Я переехала в Америку. И когда я туда переехала, было очень непросто, потому что я переехала туда, у меня, по-моему, было $700. И я, на все про все. Да, у меня был или 400 даже, вообще какая-то нереальная, минималочка. Глупая сумма для переезда в новую страну. И я помню, у меня был серьезный разговор с родителями, потому что они всегда знали, что я одержима идеей переезда. И папа говорит, а как ты собираешься жить на эти деньги? Я говорю, ну, посмотрим, я буду работать, сразу найду работу. Начала придумывать всякие вещи с энтузиазмом. И он говорит, хорошо, мы тебе поможем с билетом, поезжай на месяц, посмотри, что и как. И вот я поехала на месяц и осталась на 5 лет. Ты за эти 5 лет не ездила, да, домой? Нет, я ездила. Я каким-то образом учудила каждое лето приезжать. Вау. Да. То есть я приехала, мы жили в одной комнате, я, Майкл и его видеографер. Вот у нас было 3 дивана, и мы я не знаю, сколько я у него, получается, была август, сентябрь, 3 месяца. Я жила между ним и у Джейди Уолтера в зале на диване. Вот, то есть у меня было 2 дивана, на которых я периодически могла их... Да, было трудно. Эмоционально было трудно, потому что ты понимаешь, что ты везде гость, никому нельзя мешать. Но было очень много работы именно в плане... Я была как интерн, наверное, в студии Майкла. И он говорит, Алина, вот пока ты здесь помогаешь мне там делать какие-то транскрипции и так далее, пиши.
Я сидела, написала музыку, он говорит, давай мы это все запишем. Это есть прям конкретно У студия, них где была постоянно, да? раньше студия «Атлантик», сейчас она не существует уже. И он говорит, давай вот у меня есть вот здесь слот, мы пишем, хорошо? Я говорю, как это? Он такой, да, а что такое? Подожди, я сейчас наберу, там, кого ты хочешь. Да сейчас, подожди, я сделаю пару звонков. Он начал звонить там Джеймисону, из Снарки Папи Джей Ти. Мы позвонили, по-моему, Кендрик Скотту. Ну, каким-то, короче, крутым совершенно людям. И в итоге мы дозвонились до Лайонелл. Остальные уже были забронированы, потому что мы очень быстро дату выбрали. Типа очень скоро. И он говорит, а кто вот твои люди мечты, вот с кем ты бы хотела играть? Я говорю, вот так прям назвать тебе любых? Я думаю, он там, знаешь, по стилистике хочет сориентироваться. Я говорю, ну, Крис Поттер, я обожаю Крис Поттера, и Тейлор Раси я обожаю. Он говорит, хорошо, я им позвоню. Вы свободны? Они, Еще один волшебник. Я сижу, я не понимаю, что происходит. Я начинаю плакать, я говорю, Майкл, ты издеваешься, ты шутишь или что? Он, Алин, нет, я не издеваюсь, пиши музыку. И у меня начинается паника, я начинаю собирать все идеи. Вот эти две, которые у меня с детства, вот это Doesn't Seem So Real, которое я написала в депрессии в Голландии после обмена. И вот так в кучу я понимаю, что есть альбом. И мы сейчас говорим про первый, про We Are. Первый альбом, который мы записали, вот этот Driving Down the Road, это был, когда я была еще, по-моему, бакалавре. Еще училась, да. Это было с Сипягиным, Алексом. Это, кстати, и слышно, по содержанию, что как-то... Я в этом процессе была больше как исполнитель и лирицист. То есть именно музыкальные продюсеры были Алекс Сипягин и Миша Цыганов. И они круто все очень сделали, но я не влияла никаким образом на Я имею в виду, что в музыкальную первом часть. альбоме слышно, что тебя меньше, чем уже в We Are, потому что там твой В материал. VR была цель быть максимально органичной, все свое. То есть там, если на первом альбоме у меня одна была композиция оригинальная, то на этом альбоме у меня только одна не оригинальная. Перевертыш такой. Да. То есть мы максимально старались выжать все, что только можно было. И Майкл говорит, а почему ты не играешь на клавишах? Ты же умеешь. Я говорю, я могу себя аккомпанировать, и на что надо? Ты хочешь кого-то другого нанять, чтобы они сделали то же самое? Не надо, садись, играй. И это вот первый раз, когда я начала вот именно, помимо школьных каких-то лет, когда я начала уже себе аккомпанировать прям на сцене и так далее. И все, и мы записали альбом. Причем у меня не было слов, у меня не было во многих песнях. Мы просто трио без репетиции, мы сидели, просто джемили в студии. Вот таким образом мы записали трио, потом сверху мы дописали слова, сверху мы дописали струны, и вот так вот... Получается, бас, барабаны и ты на клавишах, да? Извиняюсь. Бас, барабаны и роудс. Вот мы втроем записались. И потом мы дописали струнные с мелодией без слов. Мы, получается, записали в таком формате трио, и мы не могли сразу писать вокал, потому что чисто акустически у нас была одна комната, то есть микрофон бы подбирал абсолютно все, поэтому нам в любом случае надо было отделить струны, отделить саксофон. И так как Тейлор не был свободен в день записи трио, он потом пришел, наложил соло. Да, то есть нам пришлось вот так частями. По-моему, мы все сделали за 4 дня. То есть у нас один день был трио, 4 дня вы один записали? день был саксофон, струнный, и Тейлор, и я. Или Тейлор с Крисом в один день. У нас было 4 дня. Но они были не рядышком. То есть это, может, в течение 2 недель все происходило. И все, я даже не поняла, как это произошло. И тем временем у меня одна подруга сказала, Алин, как ты можешь жить вот так на диванах в качестве гостя? Это же, наверное, морально тяжело. Я говорю, очень тяжело. Когда ты в работе, ты все круто, а так как человек, ты уже себя чувствуешь очень трудно. И уже исчерпывается запас денежный, который и так был достаточно мизерный. И понимаешь, что уже диета – это твоя пицца за $1, и все, уже ты как человек истощен. И в этот момент эта подруга говорит, у меня друг сдает комнату, пойди посмотри. Я говорю, у меня нету сейчас возможности. Она говорит, пойди посмотри. И вот у меня осталось, наверное, к тому моменту у меня каким-то образом еще сохранились, может, я доработала до $400. И я помню, я приехала, комната стоила 750. Я говорю, у меня нету денег, но я приехала, может быть, на следующий месяц я смогу себе позволить. Он говорит, $400 у тебя есть? Живи за $400. Я не хочу, чтобы... А он тоже басист, Рошан Картер, крутейший человек. Он говорит, у меня здесь много инструментов, мне легче, если кто-то здесь будет жить. Вот так мы прожили 5 лет. Он мне как брат стал, тоже очень клевый музыкант. И
Мы потом в конце тоже какие-то проекты начали вместе делать. И вот так как-то время непонятно пролетело. Да, вот этот месяц превратился в какой-то такой процесс, когда вот так, вот так, вот так. И когда альбом вышел, конечно же, мы подписали контракт. Я стала артистом этого лейбла, вообще мечта. А как происходит именно взаимодействие на уровне, что вы друг другу в этом контракте должны? Потому что, ну, во-первых, этот вопрос интересует меня лично, потому что вот сейчас нам предложили сотрудничество, и я знаю в России только один вариант подписания контрактов с лейблами. Это когда все очень жестко, и ты должен соответствовать многим требованиям. А вот сейчас то, что нам предстоит, это открытый вопрос. И нам основатель этого лейбла сказал, что вы хотите. То есть он как бы дал свободу, и очень интересно узнать, возможно, какую-то другую модель, да, вот как у вас Но у нас авторские модель- права, вот, ну, вообще все. Авторские права, мы моментально все это... Меня пригласила компания. То есть Ground Up лейбл, да, он работает с компанией CSAC. Это компания, по-моему, Beyoncé на ней, Timber, ну, какие-то там суперзвезды на ней. И все артисты Ground Up. И то есть, когда ты входишь в лейбл, автоматически они появляются и забирают тебя. И то есть я зарегистрировала всю музыку, и они... Там я не вложила ни копейки денег в этот проект, так как у меня их не было. Если бы это был, да, если бы все упиралось в деньги, скорее всего, этого не произошло бы. То есть они в тебя вкладывают деньги как лейбл, и потом все продажи, все социальные сети, все социальные музыкальные платформы, да, там Spotify, Apple Music, я не знаю, что там еще, Tidal. Все стриминговые Все площадки. стримовые площадки, они все деньги, радио, да, то есть что еще делает авторская компания? Они следят по географии, где твоя музыка. Допустим, во Франции одно время меня очень долго крутили. Они изначально заявили на неделю, а крутили там полгода. И то есть авторская компания следит, и они эти деньги вычитывают, то есть из вот этого плана. Если ты по окончанию определенного времени справляешься с этим планом, то, может быть, они попросят тебя выплатить, да, какую-то разницу. Но пока что как-то она покрывается. Ну, то есть это какие-то проценты? Полностью. Они забирают все полностью. полностью до определенной суммы. Я уже не помню, мне надо перечитать. то есть, Вот не настолько это... Не то, что это не важно, но настолько этот проект для меня был визитной карточкой в какую-то другую вещь, что моменты контракта для меня в голове были не совсем... То есть я, конечно же, прочитала, чтобы меня никто не обманул и так далее, и что музыка принадлежит мне. При этом, так как со словами мне помогали, в каких-то моментах 50% уходит лирицисту, да. И если, допустим, Майкл поменял одно слово там или один аккорд, он тоже считается 50% ему. То есть вот такие какие-то есть моменты. Но это везде так. Поэтому... Да. Но в общей сложности я считаю, что... В общем, я считаю, что это очень идеальный сценарий. В общем и целом, помнишь, как? В общем и целом, я уже, да. Слушай, ну, когда так складываются дела, и когда ты понимаешь, что самое главное для тебя — это взаимодействие с такими людьми, да, вот как ты сказала, что ты Майкла увидела, и ты поняла, что я хочу работать с этим человеком. Для тебя, опять-таки, ценность того, что это произошло, что это реализовалось, и что эта музыка может быть, в принципе, услышана, то, ну, мне кажется, я прекрасно понимаю, что для тебя, вот, например, да, там, выбирать, будет ли это как-то музыка продвинута и подписана там на лейбле, и, например, забирают отчисления, да, за прослушивание. Ну, возможно, тоже надо понимать, что... что... Сейчас время другое. Да, время другое, все мы реалисты, если бы у тебя был Да. продюсер, понимаешь, который бы жестко там... В этой стилистике очень мало людей, которые зарабатывают продажей музыки. Мы продаем, мы зарабатываем, лучше так скажу, мы зарабатываем продажей дисков в турах. Был такой момент, когда у нас были игрушечные соревнования, кто продаст больше дисков. Туры проходили очень весело, потому что это все было в автобусе. То есть мы нигде не оставались, не ночевали. Взрослая жизнь. Садишься в автобус, едешь, выступаешь, садишься обратно в автобус, ночью переезжаешь, утром выступаешь, обратно. То есть очень интенсивно, но это вообще супер. И один вечер менеджер, который по продажам дисков, она заходит в автобус, она говорит: «Майкл», она: «Алина, отсядь.
Не злись на нее. Он говорит, почему? Она такая, она побила ваши продажи сегодня. Я помню, начала смеяться и прыгать. Он такой, ах ты, Янгиварян. Но это все очень было, они очень... По-доброму. Да, они очень много в тебя вкладывают. Я даже не говорю именно в финансовом, хотя, конечно же, они много в финансовом плане вложили в этот проект, и как во всех своих артистов. Но сколько они эмоциональной поддержки тоже вкладывают. То есть я сейчас здесь, но при этом у меня до сих пор ежемесячный разговор, Zoom с лейблом. Угу. Даже если у нас нету никаких сейчас конкретных там целей и проектов, да, у нас должны были быть какие-то очень крутые, на самом деле, концерты. В сентябре мы должны были играть Family Dinner в Blue Note. Мечта. Да. А сейчас там вообще с концертами все прекратилось? Как? Там многие клубы просто закрылись. банкрот. Закрылись просто. Да. Мой любимый клуб Just Standard закрыли. Я очень, очень расстроена. Это реально был один из самых атмосферных, самых крутых, самых высококлассных, как к тебе относились. Вот все было идеально в этом месте. И закрылось. Да. Но там, конечно, в этом плане, мне кажется, все намного, правда, жестче, чем в России. Ну, Потому что у нас как-то у нас более или менее все под контролем. удержались и умудряются как-то дальше продолжать держаться. Там просто, к сожалению, помимо пандемии еще возникло очень много разных вопросов. И Дополнительных. расового конфликта и так далее. И в такие моменты. И я их не осуждаю, потому что это уже было время, это давно должно было случиться. Элементарно переживая, что твой ребенок не может выйти на улицу, да, если он не белый, это не должно быть так. Поэтому... Все как-то, да, правда, 20-й был такой, знаешь, как Ну, будто сейчас всё же, вот 21 год, да, уже и началось. что там началось? Да, я сегодня видела твой сторис, Я в ужасе. что просто... И все мои друзья в ужасе. Как бы я до сих пор... Я вообще, на самом деле, человек, который не любит следить за политикой, особенно о ней говорить. Но и когда такие моменты элементарно уже касаемые непосредственно людей, а особенно людей, которых ты знаешь, это очень эгоистично звучит на самом деле. Нет, просто когда лично через твои контакты это происходит, это невозможно уже просто... На самом деле это открыло мне глаза на всю географию, да? Вот, и я была поражена, я не хочу сейчас, да, углубляться в политику, в эти все грустные вещи, но вот когда война коснулась там моей семьи и так далее, я понимаю, насколько люди уже, как это сказать, бесчувственно относятся к тем странам, где война никогда не останавливается. О, да, это страшно, да. И вот Равнодушие из-за того, что это как бы перманентно привычка происходит. уже, Да. что там это норма. И вот как мы зарулили круто. Вообще. Но это все началось с того, что я говорила, что лейбл поддерживает, ну и что круто, что они тоже за всем этим следят. И то есть даже вот этот Tiny Desk, который мы сделали, да, это же было по случаю выборов. И мне было безумно приятно, что меня выбрали так, как я не американка. И выбрали Малику, которая не американка. Да, вот Бека была единственная, кто была из Америки. Коренная. Да. И вот мы, получается, 3 совершенно разные, да, представителя, но 3 человека, которые понимают, что это должно остановиться, что это неправильно. И очень много было негативных комментариев на это видео. Серьезно? А какого содержания? Трамп 2020, А, вот так даже. 2021, или... ну, очень много того, что я не хочу говорить. Ну, в общем, жести потому что, прям да, откровенные. какая-то была просто грязь. Люди, которые не любят других людей, скажем так. Которые говорили, что мы подлизываемся там к афроамериканской стороне. Ну, какой-то бред. Да, бред. То есть они воспринимают равенство, что если, допустим, белые здесь, да, они думают, что черные хотят быть здесь, а черные на самом деле здесь, и они хотят быть здесь. И вот сегодня то, что происходит сейчас, да, в Америке, это на самом деле сейчас вот этот... Конфликт. Да. Ну, да, это должно было уже давно случиться. То, как у нас в России вообще справляются с разными национальностями и расами, я считаю, это более или менее под контролем, конечно же. Раньше было хуже. Я когда приехала, да, вот вернулась, я увидела, что люди намного более дружные. Лояльность. Да.
Насколько важно, по твоему мнению, родиться в семье, в которой есть музыканты и люди, которые тебя в этом поддерживают? Насколько важно это для дальнейшего развития, роста, становления? Ну, давай представим, что тебя бы не было, например. Ну, сложно, конечно, так моделировать, но, может быть, из твоих наблюдений, когда ты... У меня есть друзья, которые, допустим, родились не в такой семье, да, не в поддержке музыкантов. Разные бывают исходы, безусловно, насколько строго да, твоя семья тебя воспитывает и так далее. Но я считаю, те люди, которые чувствуют свое предназначение именно в музыке, они все равно добиваются этого, несмотря ни на что. То есть тот же Майкл, у него, по-моему, семья не музыкант, у него брат, да, занимается музыкой, я не уверена, но что-то с музыкой связано, но отец у него, по-моему, вообще с армией связан, мать я даже не помню. Но человек всем сказал, я занимаюсь музыкой, и никто ему не сказал ни слова. Грегори Портер долгое время не был музыкантом, да, он там что-то другое делал, он был футболистом, он играл, он то все. Потом он понял, что его призвание — петь. Курт Эллинг, он изучал философию религии. Ал Джиро изучал психологию. То есть, многие люди находят себя через какие-то... Я понимаю, что это не зависит от семьи. Я имею в виду, что в любом случае эти люди, которые знали свое призвание, они к этому приходят, несмотря ни на откуда они идут, с какой семьи, да, и... Это круто, когда есть поддержка. В моем случае, конечно же, меня оба родителя поддержали, и мой дедушка музыкант. Но мои родители не музыканты, да? То есть я с дедушкой не росла рядом. Да, да. А люди, которые больше всего повлияли на твое творчество? Ну, помимо тех, что мы уже озвучили, может быть, есть какие-то знаковые имена, возможно, которых ты не знаешь? Помимо тех, которые я уже сказала, Стиви Уандер. Это очень очевидно, мне кажется. Я на нем выросла тоже. Папа покупал всегда кучу альбомов, и мама моя его обожала. Моя мама, когда была... Сейчас это, извиняюсь, не совсем... Но когда она была маленькая, она говорила, что я готова Стиви Уандеру отдать свой глаз, чтобы он хотя бы наполовину мог видеть. Представляешь? Вот это ты фанатка вообще. Конечно, это просто. Моя мама маленькая была. А мама твоя говорила? Да. То есть у тебя, ну смотри, у тебя получается от мамы тоже... Любовь. Да, то есть Да. она, например, там не музыкант, но зато у нее Да. такое трепетное отношение. И папа такой, знаешь, что мы сидели, слушали Ал Джиро запись, и там в песне «Distracted» у него Стив Гатт играет на барабанах, и там один есть момент, где очень круто звучит барабан, и мой папа перематывал, и мне показывал, и мы плакали, понимаешь, над одним звуком барабана. То есть они оба очень эмоционально музыку ощущают. Но опять же, это, видишь, как бы две разные стороны. Я считаю... Я думаю, что вот из-за того, что у них была вот эта вот восприимчивость, это очень много. То есть можно не знаю, можно не снимать кино, но можно чувствовать, да, там Конечно, да. режиссерскую работу, и вообще сама способность это ощутить, это уже полдела. Да, А то, что ты этим занялась, это остальная половина. Жизнь музыканта в Америке. Ну вот опиши как-то вот коротко, как это можно представить. Жизнь музыканта в Америке. Коротко, трудно. Ну не коротко. Или, может Надо быть... ехать, ни на что не смотреть ни на какие преграды. И главное, не отвлекаться. И быть преданным себе, быть честным, быть трудолюбивым, не спрыгивать на легкий путь. Каких-то шорткатов не существует. Надо как бы игнорировать максимально вот этих людей, которые пытаются тебе легко дать работу. Я никогда в это не верила, и как-то все мои связи исключительно люди видели, что вот я... Ты сама туда шла и сама брала это, да. Где, на твой взгляд, легче развиваться как музыканту? Европа, Америка или Россия? Такой вопрос. В Европе ты свободен. Ты можешь, тебя мало кто осуждает в плане того, как ты подходишь к стилистике, и ты по большому счету экспериментируешь больше. В Америке очень строгие понятия традиции джазовой, именно джазовой. Я сейчас разговариваю исключительно как музыкант джазовый. И ты не можешь просто как-то
Чего-то там, ну типа... Да, типа наиграть. Типа артовый такой, знаешь. То есть они сразу чувствуют, когда ты с уважением и Когда с ты полным понимаешь, что ты знанием, делаешь. да, подходишь к этому, или когда ты пытаешься просто, о, я слышал стандарт, можно я его спою. То есть там это намного труднее всего прокатило. В России мне трудно сказать, потому что у меня в основном детская ассоциация, да, которая была давно, и за это время очень много чего изменилось, и много открылось каких-то школ, каких-то вокальных школ, музыкальных школ. Я знаю, что всегда было трудно в России развиваться, так как элементарно мы ездили в Европу, мы привозили оттуда какие-то ноты, какие-то школы, DVD, диски и так далее. Уже я не сравниваю с Америкой. Но то, как сейчас интернет, да, нам открыл доступ ко многим вещам, элементарно, вот, допустим, упомянут Ланот, да? Да. Эти вебинары открывают вам доступ к информации, за которой мы ездили раньше в Европу и в Америку. Ну да, когда Боб Столов тебе рассказывает про импровизацию, а ты это в Понимаешь? училище на нотках только видел, Да. и напечатано его имя. Поэтому на данный момент уже это не важно на самом деле где. Особенно в карантинном режиме. Сейчас все музыканты очень активировались сильно Согласна. Стали продуктивны, потому что появилось время заниматься самым важным. А так как ты сейчас находишься какое-то время в России, с какими из наших музыкантов ты бы хотела, возможно, посотрудничать или поработать? Помимо Жени Лебедева, с которым ты уже сотрудничаешь. Да, и мы с ЛРК играли буквально, ну я с ними буквально пару песен спела, честно говоря. Было бы круто с ними, ну мы говорили уже даже об этом, что хотелось бы вместе поработать. Мы с Львом разговаривали о том, что надо обязательно что-нибудь вместе придумать. Он рассказывал про ваш крутой проект. Да. Поэтому я не знаю, я на самом деле приехала, я не хочу там, знаешь, как-то, извиняюсь, выпендриваться, но я пока что мало кого знаю, потому что я здесь не жила 10 лет. Ну да, ты бы, если бы находилась в этой тусовке, я думаю, ты бы уже прониклась какими-то конкретными... Да, я пока что знакомлюсь и узнаю людей вокруг. А сколько ты еще, кстати, планируешь быть? У меня нету плана вообще. Пока ты в свободном режиме. Да, то есть мне надо обновить визу, а потом уже думать дальше по работе. Дальше идем. Как отличается сцена и через слэш публика здесь и в США? Вот твои ощущения на концерте, есть ли какая-то очень сильная разница, ну, для тебя, как для исполнителя? Есть разница, да. У нас люди только приходят к тому, что это может странно прозвучать, но что музыку надо слушать свободно. И у нас само понятие джазового клуба и ресторана, они пока что только более или менее начинают четче вырисовываться, да? Что я пытаюсь сказать? То, что место, где покушать, и место, где послушать музыку. В Нью-Йорке в этом плане очень четко, где ты кушаешь и где ты слушаешь музыку. И, ну, это... Кстати, когда вот помнишь, я пришла в Да, Smalls да. Jazz. Это меня поразило, да, то есть это такой подвальчик, и вот эти лавочки миленькие, и все вот так вот И сели. все сидят, все и пришли ради все музыки, просто ждут, молчат, когда да. вот этот состоится блок часовой. Да. И никто не все, стесняется выражать свои эмоции, если они что-то чувствуют во время концерта. да, моментально. Они Да. кричат и так далее. У нас сейчас только начинают люди понимать, что это нормально крикнуть, похлопать. Эмоционально, да. То есть... Там сидели каких-то два парня, они просто всматривались в руки барабанщика, и когда он что-то отчебучивал, они просто Да. орали так эмоционально. Это было очень круто, да. Но у нас потихоньку это приходит. И на самом деле эти границы тоже стираются за счет того, что больше музыкантов сюда стали приезжать. А как мы должны были это знать? Если мы туда не едем, и мы не видим этого, как мы должны знать, если к нам тоже никто не приезжает? Да? Сейчас это чаще... Давно, конечно же, начали люди приезжать сюда, понятное дело. Но я имею в виду, когда все-таки ты привыкаешь к чему-то, и это не кажется для тебя, как я там в Багете сидела и смотрела на Курта Эллинга. Да, сейчас он там уже здесь миллион раз был. Как бы я его не перестаю вот так слушать, но я имею в виду, что люди понимают приблизительно, как этот человек приезжает и как его надо слушать, и что, скорее всего, салат надо отодвинуть в сторону. И что салат ты направить сможешь внимание. поесть каждый день, а послушать А Курта концерты... Эллинга нет. Покушать каждый день. А его ты вообще вряд ли, наверное, слушаешь когда-то. А что для тебя твой голос?
часть меня, я не думаю об этом как о чем-то отдельном, не знаю. Мне смешные вещи говорят, что у меня звучит, особенно сейчас, что у меня звучит голос как пластинка с шипением. Мне всегда это... Кто-то один раз сказал, она звучит как испорченная пластинка, но в хорошем смысле слова. Я говорю, хорошо. Занимаешься ли ты каждый день? Нет. Сразу. Нет. Просто отлично. Я поняла просто, что это бессмысленно. Я тогда начинаю разлюблять этот процесс. Не работает это. Ну, вот это Нет. про то, что мы как раз и говорили. Да. С чего начинается твое утро? Мое утро... Вообще так супер банально? Ну, Умыться. вот в каком контексте ты ответишь, такой будет. К сожалению, скорее всего, мое утро начинается с проверки телефона. Ты открываешь глаза, и первым делом ты смотришь, есть ли что-то важное. Но я стараюсь это изменить. Я стараюсь его отложить, пойти хотя бы умыться и потом взять телефон. Прийти в себя Да. немножко, и потом включиться, да. Вообще, да. Сейчас в мире столько всего происходит, что хочется быть более или менее информированным. У меня такое впечатление, что от той информации, которую ты получаешь утром в своем телефоне, будет зависеть то, какое настроение у тебя будет в течение дня. Да, то, о чем ты будешь думать весь ближайший день. Это точно. Снарки папе обычные ребята? Ну, это, видимо, о всем коллективе. Не просто о Майкле, а именно... Супер приземленные, супер простые, очень умные, очень крутые, хорошие люди. Нет ли у тебя мысли переехать в Москву навсегда и покорять сцены тут? Я не думаю о городах больше так, что переехать навсегда. Я могу решить все, что угодно, по большому счету, а с другой стороны, если все закроется к чертовой бабушке, это вообще не в моем контроле. И у меня были пару... Я очень часто что-то начала употреблять панические атаки, но, извиняюсь, я живой человек, это нормально. Но у меня было пару таких моментов, когда я очень сильно переживала, учитывая, сколько было переездов. Это трудно эмоционально переживать смену друзей, обстановки, семья далеко, семья близко. Это очень эмоционально. В этот момент я очень сейчас скажу супер чизи фразу. Я посмотрела на облако и подумала, мы все живем над одним небом. И как-то от этой мысли стало легче. И вот опять же, да, что значит покорить сцену? Какую сцену? Какую сцену? Тут очень много крутых артистов тоже. Я не собираюсь там сражаться за какое-то место. Я просто хочу их узнать, может быть, какие-то сделать совместные проекты. Это музыка, это не обо мне. Если мы сможем создать что-то вместе крутое, я с удовольствием это сделаю, я с удовольствием останусь, я с удовольствием поработаю, попреподаю. Как бы у меня было столько планов до пандемии, что я поняла, что эта пандемия открыла мне глаза на то, что надо жить сегодняшним днем. А сейчас, вот буквально вот в канун Нового года, какие-то еще были события, которые были безумно стрессовыми, и ты просто встаешь, и ты понимаешь, что ты не знаешь, как себя мотивировать. Ты имеешь в виду стрессовыми личные какие-то события? Да. И я сейчас буквально вот несколько дней назад разговаривала со своим лучшим другом, который сейчас в Америке, которого я до этого упоминала, который был одним из грёнингенских первооткрывальцев, Сергей. Вот мы с ним разговаривали, мы говорили именно о том, что это нормально не иметь долгосрочной цели в жизни. И потому что это нормально для меня, исключительно потому, что у меня все равно остается цель развиваться при этом, даже если я не знаю, в каком направлении. То есть я иду, да, я лучше, чем я была вчера. Там, ну, ты в процессе, в общем, да. Самое главное путь. Куда этот процесс ведет, это уже один Бог знает, да, как говорится. Я стараюсь на это не смотреть. Тогда легче жить. Ты не настраиваешься на что-то, а потом разочаровываешься. Ну, типа провал или какой-то успех. Да, находишься в моменте. Поэтому у меня цель там принять душ, покушать, прийти на интервью, пообщаться. Да. Возможно ли прожить в Нью-Йорке, лишь выступая в джаз-клубе? В клубах? И вот тут... Сейчас нет. Сейчас нет, да. Когда я была там... Ну, до нет, трудно, потому что, смотрите, есть такая штука, что чем лучше клубы, в которых ты выступаешь, тем реже ты можешь играть. Потому что, допустим, даже тот же Jazz Standard, который закрылся,
ты подписываешь контракт, что ты не можешь играть. Иногда даже в некоторых случаях месяц до, месяц после. Ого, чтобы на тебя пришли Чтобы на люди? тебя пришли. Вот это да. Поэтому вот когда мы с тобой в Smalls виделись, да, когда мы познакомились, я играла с Сипягиным, меня даже не заявили, потому что у меня в этот момент был как раз какой-то релиз или Предстоял что-то такое что-то. в 55 баре. Вот эта система, как тонко. Круто. Поэтому я вообще перед приездом сюда, у меня, ну, я, то есть, преподавала. Преподавать и работать в клубах, да, можно. Но я вообще еще решила, ну, это у меня чисто интересы какие-то появились, мне интересно было там поработать просто с искусством, и я устроилась в галерею, просто арт-галерею. То есть я Класс. преподавала, у меня была арт-галерея, не у меня была, но я работала в арт-галерее, и я играла концерты. Мгм. Вообще не связано никак с музыкой. А что ты там делала в галерее? Мы просто отвечали за прием картин или скульптуры, да. И самая моя любимая часть была это отправка. Когда ты создавал коробки под это. Ну, ты следил за... Все должно было храниться в системе, какое искусство пришло и ушло из галереи. Ну, мне лично кажется, что очень здорово, когда есть какая-то работа, которая не связана с музыкой, потому Она что... не связана, но при этом она вдохновляла. Да. Потому что я сразу узнала каких-то там художников, которых я Ну, до то есть, да, этого- в этот момент ты как бы вдохновляешься, восполняешься, развиваешься просто Да. в какой-то другой сфере, и она Да. на самом деле тебя... Мне было интересно. Это как был, честно говоря, больше как эксперимент. Да, перезарядочка такая, Да, перезарядка. отвлечение, но очень кайфовое. Сейчас, на данный момент, какой основной способ зарабатывания у тебя? Наверное, преподавание, да. Ну, то есть сейчас, грубо говоря, к тебе Частные могут студенты у обратиться меня. и написать Да, по да, поводу да. преподавания. Ребята, Пожалуйста. пока Алина в Москве. Ребята и девчата. Да. Ну, поешь ли ты в каверах, понятно, что ты не поешь. По твоему мнению, есть ли большое будущее у джаза и какими силами? Интересный вопрос. Будущее у джаза. Но вот У меня как-то границы стиля немножко сейчас... стерлись. И вообще понятие джаз, да, джаз — это такая музыка, которая всегда развивалась. Для меня всегда идеальный пример — это Херби Хэнкок. Потому что это человек тот, который никогда не останавливался в развитии. Если мы там идем в ту эру, когда он там играл с Фредди Хаббардом, да, и с этими всеми людьми, когда они играли традицию, и сейчас что он играет, Да. и что он играл в 80-х. И это все был Херби Хэнкок. Это все один Херби Хэнкок, и это все джаз, да? То есть это все время что-то такое, что прогрессировало. Сейчас, допустим, есть какие-то новые какие-то отлучения, там, нео-соул. Это же тоже все на самом деле достаточно вдохновлено, да, джазом, потому что в основном те люди, которые его сейчас играют, все выпускники там Беркли, ну, да, по крайней мере, в Л.А. так, да, или там какие-то чувачки оттуда. Или, допустим, Кристиан Скотт, да, у него там Stretch Music, он там какой-то пытается создать. При этом, если бы Майлз Дэвис до сих пор был бы, может быть, он бы тоже в том же направлении, потому Ну что, да. мне кажется, они очень вдохновлены. Снарки Папи, я их джазом не считаю, но они все из техасской джазовой какой-то... Все да? оттуда. Да. При том, что совершенно сейчас... Поэтому я не знаю. Если так думать, у всего может быть и не может быть будущего. Это точно. Поэтому... Как ты для себя решишь, так и будет. По большому счету, да. Что, по-твоему, отличает тебя от остальных музыкантов? Что, по твоему мнению, тебя отличает от остальных музыкантов? Не знаю. У меня черные волосы, у меня странный голос. Я такой же человек. Ну, как бы, что, мой вкус, наверное. У всех разный вкус. На вкус и цвет товарища нет. Это единственное, чем мы друг от друга отличаемся. Весом, ростом, цветом. Да. Ну вот тут еще несколько вопросов именно про Нью-Йорк. Сложно ли тебе было влиться в ритм города? Я Тоже в мы- него влюбилась, поэтому, когда Но даже вот было сложно, именно- казалось не сложно. Вот именно ритм, понятно, что там интенсивность, да, вообще всего, сколько я слышала про Нет, то, что... было нормально. Тебе этот мне ритм кажется, зашел? я в этом плане чуть-чуть локал, сумасшедшая. У меня были моменты, когда у меня было $10 в кармане, и я понимала, что я не знаю, что есть. Но при этом у меня был диван у друзей. Да, либо у Майкла, либо у моего учителя Джейди Уолтера.
И мне не было страшно, потому что я знала, что я хочу быть там, все будет хорошо, все будет хорошо. Если я бы это себе не говорила... А сколько этот период занял, вот когда вот ты была подвешена? Год примерно, да? Я въехала в свою комнату в ноябре, переехала в Америку либо в начале сентября где-то, или в августе, или сентябрь. Ну да, почти То есть получается. несколько месяцев я более или менее встала на ноги. Были моменты, когда я не знала, как я буду платить аренду, но какая-то появлялась запись, то меня Сипягин Алекс приглашал, Джо Лок приглашал, еще какие-то были там не кавера, а как это называется? Сессионные какие-то записи? Какие-то сессионные записи, где, да. В общем, у тебя То есть какие-то, появлялись... слава богу, мне везло, да. Считаешь ли ты себя профессионалом своего дела или все-таки в тебе присутствует жесткая самокритика? Вот это такой про оценку Вот себя. это для меня это уже не дело. Это уже, я извиняюсь, столько было всего сделано ради того, чтобы быть музыкантом, что это уже просто часть жизни. Это... Ушли уже У эти... меня бывают профессиональные дни, и бывают, когда я знаю, что я могла сделать лучше. Ну, это, мне кажется, такой вопрос уже технический, да, потому что, опять же, мы же можем развиваться бесконечно. Ну да. То есть... Ну, для меня что профессионально? Быть Или, вовремя, знаешь, когда быть же вот- подготовленным, Да. как бы в этом плане, да, я Ну, стараюсь быть типа, максимально... критикуешь ли ты себя, если, например, ты спела свой сольный концерт, и ты понимаешь, что... Могла лучше. Да, там, что ты, там, не знаю, плохо интонировала, потому что ты там совсем не занималась, или там ты сыграла как-то криво где-то, или ты спокойно уже к этому Не относишься? то, что спокойно, я стараюсь такого не допускать, но если вдруг я чувствую, что я могла сделать лучше, скорее всего, тому есть причина в плане того, что либо я себя неважно чувствую, Состояние, то есть да. какие-то человеческие факторы, которые я не могу забыть о том, что я человек в первую очередь, да? Или какие-то, ну вот, допустим, в эмоциональном плане иногда я не то, что научилась абстрагироваться, но я научилась направлять свою энергию максимально как-то, не знаю, через профессиональный фильтр, наверное, я не знаю, ну как-то... Ну да, я думаю, опытом и временем Да, с 2 лет, ребят. Да. Последний вопрос. Твой совет, твое напутственное слово для творческих людей, которых еще, может быть, как-то колбасит, которые как-то сомневаются, возможно, да, просто вот там не все с детства так погружены в музыку. Вот твое какое-то напутственное слово для творческих и созидающих людей. Я не буду говорить такие банальные вещи, как занимаетесь, потому что это понятно, если вы хотите быть музыкантом, это все Это даже не обсуждается. да. То, что я скажу, наверное, это не забывайте быть человеком. Потому что чаще всего, допустим, опять же, если приводить пример, как писать, если я не живу, а просто целыми днями занимаюсь, мне нечего будет сказать. Вот поэтому не забывать жить, испытывать эмоции, любить, быть curious. А я не знаю, кстати. Любопытным, оставаться любопытным. Конечно же, curiosity. Развиваться, да, Вспомнила. развиваться, то есть не зацикливаться только на музыке, потому что тогда и музыка будет звучать очень Однобоко. пусто. Направленно. Да, поэтому и что очень важно, если я даю уже музыкантам, да, не только вокалистам совет, очень важно, чтобы и музыканты, именно инструменталисты, могли выразить свои эмоции без слов. Читайте слова песням. Хороший совет, кстати. Потому что многие начинают играть очень счастливые соло, когда песня там о разбитом сердце и так далее. Нет. Нет, не забывайте жить. Это самый важный совет. Я понимаю, что я лучше стала петь, когда я обращала больше на себя внимания в плане своем эмоциональном состоянии, моральное состояние. Если возможно, занимайтесь спортом. Это то, что я себя пытаюсь заставить вернуться. Это к то, этому. наверное, чему тебя сейчас Саша Машин Саша активно. Машин. Когда он тебя не будет, и не говорит: Алина, ну все, побежали. Скользко. Это единственная моя причина. Сейчас не бегать, это скользко. Как бы мне мои руки пока что нужны. Но да нет, я однозначно хочу. У меня был такой момент, когда я была фанатически увлечена спортом, но просто сейчас как-то приоритеты немножко поменялись. Ох, на такой жизнерадостной ноте я
как-то попробую оторваться от нашего диалога. Я тебя благодарю. Я считаю, что это было замечательное интервью. Спасибо. Я очень рада, что наша вторая волна на ощупь, потому что у нас была очень длинная пауза, что она начнется с тебя. И я уверена, что когда люди будут смотреть это интервью, они и поплачут с нами, и поулыбаются, и вдохновятся. Поэтому я тебя благодарю. Спасибо. Я за желаю тебе, приглашение. чтобы все складывалось у тебя так же волшебно, и так же не случайно, и так же красиво, как это есть. Вот. И спасибо тебе. I was told there's one that from the start could understand my heart. But when all the day is done, will stars conspire and keep our hearts afire? Silent staring thoughts that only we know, like clear rain from skies that reflect in your eyes, in mine too. Looking closer still, it seems for real. Or has love made me blind? And when somewhere down the line look back in time, I hope I look with you. Silent staring thoughts that only we know, like clear rain from skies that reflect in your eyes. It seems too easy to love and please. Washed away, grains of sand and life, just back into the ocean. Silent staring thoughts that only we know, like clear rain from skies that reflect in your eyes. It seems too easy to love and please. Washed away, grains of sand and life, back into the ocean. Start again, new life comes ashore, and I still adore you madly. With my soul, I give so gladly. I adore you madly. With my soul, I give so gladly. La da 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 da. La da 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 da. I was told there's one